Всем здравствуйте. Как меня видно и слышно? Напишите, пожалуйста. Хорошо, наконец-то дождался ответ. Спасибо. Ждем, пока все присоединятся. Киев, привет. Всем привет. Сегодня будет на стриме страшнейшее разоблачение. Страшнейшее. А, Атака ботов ожидается целых на моем стриме. На следующей неделе атака в комментариях. Рассказать вам всем страшную тайну. Ждем. Польша, Одесса, Канада, Харків, Львов, Дніпр. Суми вітають. Я вітаю Суми. Привіт з Ванкуверу. Привіт, Ванкувер, вся Канада. І Армения на связи. Италия, Днепр, Винница. Привет, привет, привет всем. Панчестер. Класс. Всем благодарен. У нас сегодня с вами, пока ждем всех, 17 тем, которые только я для себя отметил. 17 тем. И вы будете меня спрашивать много. И надо все успеть. 2,5 часа сидеть не вариант, желательно успеть за 2 часа. Акерман, привет. Турция. Братислава, класс. Гордон в октябре будет в Майами с творческим вечером. По-моему, в ноябре. Да, я знаю, у него турне. Бохум, Дойчланд. Спрашивают, России можно смотреть, если только вы не сторонник русского мира? Если вы понимаете, что происходит, вы против Путина, тогда даже нужно смотреть. Путинистам тут точно делать нечего, 100%. Вам будет некомфортно. Ну, я вас рано или поздно заблокирую. Так, ладно, начинаем. Первая новость у нас такая, я сейчас вам ее зачитаю. Я, конечно, уже не удивляюсь. Со вчерашнего дня по 16 сентября военная служба правопорядка совместно с Министерством внутренних дел будут проводить по Киеву и Киевской области массовую проверку людей и транспорта. Будут перекрывать целые районы, проверять будут как военных, так и гражданских. Ну, то есть, давайте так, гражданских будут проверять. Цель таких мероприятий — выявление дезертиров, незарегистрированного оружия или боеприпасов. Сейчас я скажу, почему такое пишут. Он также добавил, что после Киева и области подобные проверки пойдут по всей Украине. Ходить нужно, он, это имеется в виду представитель МВД, источник в МВД. Ходить нужно с документами и не носить с собой оружие и боеприпасы. Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случае проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут куда пустят, сообщает источник. Что происходит? Под видом левых вещей идет такой себе креатив, в кавычках, для мобилизации. Для мобилизации. Проверки это сейчас они будут рассказывать там с целью выявления дезертиров, оружия, сказки бабушки Арины. Это все точно не для нас с вами. Берите себе на заметку. И дальше, судя по всему, все будет только ужесточаться. Вы все видели, мобилизировали парня. Не знаю, правильно ли говорить, мобилизировали, призвали, наверное, правильно сказать, без кисти. Прошел медкомиссию без кисти. А к концу стрима вы поймете, почему я вообще вам это говорю. Денис, привіт. Як вам така новина? В Одесу з Західної України приїхало 800 чоловік автобусів ТЦКшників для того, щоб відловлювати чоловіків. О, так видите, ви якраз в тему розказуєте. Да, люди, я всех вижу. Спасибо. Друзья, кто заходит, сразу ставьте лайки. Будет ли еще одно интервью с Любарским? У нас не интервью, у нас подкасты, может быть, и будет. Так. Холоденко проводила совместный стрим в Инстаграм с девушкой. Это девушка из Мариуполя. Она рассказывала, что она была в роддоме, то есть рожала, как я понимаю, во время обстрела
роддома в Мариуполе. Вы представляете, в каком ужасе? Она не знала, выживет ли она, выживет ли ее сестра. Она рассказывала ужасы, которые там происходили. Это сценарий для голливудского фильма. Ну, нереальные вещи, невозможно такое представить в центре Европы в наше время. Какие бы это заезженные фразы не было, но факт. И тут подходит рассказ к концу, к окончанию, и она заявляет: ну, я благодарна нашему президенту. А их семья сейчас за границей, естественно. Я благодарна нашему президенту. Скажите, друзья, ты попала в жесточайшую ситуацию, которая тебе в кошмарах никаких не снилась. Слава богу, все закончилось хорошо для нее лично, для ее семьи. За что она благодарна президенту? Она говорит: ну, за то, что он договорился с другим, примерно, недословно, примерно, чтобы я не наговаривал. За то, что спасибо, что он договорился с другими странами, что сейчас от нас так заботятся соцвыплаты. Кто договорился? Кто договорился? Это инициатива других стран. Они заинтересованы в качественных мигрантах. И плюс западный мир, он человечный сам по себе. При чем здесь Зеленский? Зеленский тебя не защитил. Зеленский тебя бросил на разрыв расистам. Вот что сделал Зеленский. И рассказывали все, Резников и все прочие, что войны не будет. И я сижу и думаю, а какая закономерность? Я почему ни с кем не общаюсь там за границей? Потому что в Украине больше людей, которые разобрались, что натворил Зеленский. Но за рубежом так прекрасно хвалить Зеленского, а что ты не в Украине тогда? Вы вообще представляете, что происходит в головах у людей? И куда мы придем с такими темпами? Стокгольмский синдром, да, 100%. Это действительно уже, я не шучу и не утрирую, это факт. Так, Майами тоже привет. Можете тезисно рассказать про свои основные реформы для новых подписчиков? Новый подписчик должен зайти в плейлист реформы и посмотреть все видео о реформах. Я завожу стрим, чтобы пройтись по конкретным темам и ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопрос по конкретной реформе, я с удовольствием вам отвечу. И, кстати, задавайте мне все, что вам непонятно на стримах. Именно для того стримы и есть. А то пишут в комментариях, разводят. Кстати, вот раз вы за это заговорили, давайте, у меня здесь это записано. Написал я значит, про Министерство здравоохранения Украины. Я же его оставил, как будто бы оно надо в своем видео. Я ошибся, но не надо. Я полез, посмотрел, 6 миллиардов долларов в год обходится Министерство здравоохранения Украины. И при этом мы имеем кошмарную государственную медицину, ее быть не должно. Но с другой стороны, мы имеем великолепную частную медицину в Украине, которая на максимуме прет, а то, что не может делать инновации какие-то, это только из-за отсутствия платежной способности населения, и никто в мире кэшом такие бабки не платит, все делается через медицинскую страховку. Я говорю, нужно расформировать, ликвидировать Министерство здравоохранения, 3-4 миллиарда потратить на то, чтобы обеспечить, четко написано, в Телеграме, кто не подписан, подпишитесь, зайдите, посмотрите, четко написано. Купить медицинские страховки тем, кто сам не в состоянии себе оплатить. Остальные деньги просто сэкономить. Эти паразиты не нужны, которые придумывают ерунду, пилят, делают закупки лекарств втридорого, мягко говоря, в 5-10 раз. И все остальное. И пилят деньги. И совращают классных врачей, которые в этой системе координат, вот он светило, а он не может по-другому жить. Они принимают деньги за операции на какие-то фонды, на какую-то муть. И что вы думаете? Конечно же, вы говорите, вот надо, мы с чиновниками боремся, с госаппаратом, мы еще и с людьми нашими же боремся. Кастрюля на голове, я их прозвал Кастрюлькины. Это, можно сказать, любя. Кастрюлькины. Да что? Да как? Некоторые пишут, ты в Америке пару лет, я вот тут А при чем здесь вообще Америка? Я за страховую медицину не знаю уже лет 10. При чем здесь вообще Америка, и я в Америке, не в Америке? Мы говорим о системе. Люди сами готовы жить в порочной системе, только, пожалуйста, не надо ничего менять. Пишут, надо просто честных найти, поставить, и все будет хорошо работать. Так что мы с вами боремся и пытаемся достучаться, хотя я не пытаюсь достучаться, честно вам говорю. Я только для того, кто открыт, готов объяснить, разъяснить. Переубеждать никого не буду, это просто бесполезно. То есть у нас, я имею в виду, противовес еще и люди. И вот я вам отвечаю на вопрос, когда будут изменения. Ну, если проголосуют за Зеленского, то какие изменения будут? С кастрюлей на голове оно, конечно, проще жить. Это 100%.
Как вы планируете объяснить людям старой закалки неактуальность государственной медицины? Я уже все объяснил, но если человек не понимает, то значит не понимает. Значит, ведутся изменения, он потом на себе ощутит. В Украине нет бесплатной медицины. На том или ином этапе, чтобы что-то качественно вам там сделали, вам придется заплатить. Всем медсестрам, главврачу, за лекарства себе купить. И я не говорю, что люди там работают плохие. Они внутри порочной системы, они получили образование, они внутри порочной системы. В конце концов, они жизнь спасают, но внутри порочной системы. Мы это окультурим, облагородим страховой медициной. Но страховая медицина — это значит учесть... комментарий. Сидит, ничего не предлагает, светит лицом. Это человек пишет во время, когда я рассказываю про реформы. Клоуны забегают. Ну ладно. Самый большой бич страховой медицины в Америке и в Европе — это то, что вы не можете быстро попасть к врачу. И это ужасно, потому что это самое важное. Вот это нужно просто учесть. Но знаете, что... Фастов, привет, вижу много сообщений с Фастова. Привет, Фастову. Что самое страшное в этом? Даже не то, что человек не понимает из кастрюли на голове. Есть огромная прослойка людей хуже. Это те, кто не читают пост, подписаны, пост не читают, так что-то глазами ухватили, и уже с агрессией, с наездом ко мне. Я же черным по белому написал. Деньги потратятся вместо чиновников ненужных вот этих вот вещей на тех, кто не может себе... То есть все пенсионеры, давайте прямо, все пенсионеры, инвалиды и малоимущие. Четко, пишет чудак. 30 миллионов населения. Я поделил 6 миллиардов на 30 миллионов, и там какая-то небольшая сумма получилась. Я ему: вы пост читали? А он: ой, ты хамишь в ответ. Я говорю: ты кастрюлю снимите с головы. Где хамство? Если я в посту написал четко: малоимущие, те, кто не могут себе позволить, те, кто мало зарабатывают. А ты мне что в ответ пишешь? Вот это самые страшные люди. Я хочу вам сказать. И вы таких не вздумайте даже переубеждать. Это самые страшные люди. Они здесь нагадить и жить мне, и нас с вами туда дальше в болото затягивать. Мы с вами со всеми силами хотим выпрыгнуть и жить, как весь цивилизованный мир. Они нас туда дальше затягивают. Глубже. То есть паразиты, такие же, как и чиновники. Так. Я в Польщі тільки до приватних клінік ходжу, бо тут державна медицина теж не дуже якісна, хоча краще, ніж в Україні. Да, государственной просто быть не должно. Если вам интересно, я 2 слова скажу, что я предлагаю. Все больницы, все поликлиники, всю медицинскую инфраструктуру Украины приватизировать. Расформировать Министерство здравоохранения. Будет маленький центральный департамент, который будет арендовать себе помещение в каком-то офисном центре на левом берегу города Киева или в пригороде. Каждая община будет иметь у себя медицинский департамент и решать, что, как им закупать, и специалисты местные будут, и децентрализация этого процесса. Но чтобы общаться с международными всякими, в том числе аферистами, потому что в международной медицине куча аферистов, и, в принципе, вести эту коммуникацию, быть как бы на волне, конечно, департамент будет небольшой. Я не знаю, сколько там будет работать, 100, 200, 300 человек. Но это не будет министерство ценой в 6 миллиардов долларов. У нас весь бюджет Украины довоенный 40 миллиардов. 6 миллиардов на что? На что? На платные бахилы при входе? На недовольные лица? На вот это вот? А врачи-светилы прекрасно будут работать в приватизированных клиниках. Будут точно так же, можно будет назначаться быстро, как сейчас. Есть кэш, плати кэш. Хочешь — покупай, хочешь — не покупай. Можно будет отдельно покупать по ортопедии себе страховку, дантисту страховку. Вы понимаете? То есть это и сделает доступным качественную медицину для всех. Раз. Второе, откроет путь к инновациям. Я прошел это на своей шкуре. Когда операция стоит 25 тысяч долларов или 50 тысяч долларов, в Украине бессмысленно такие операции проводить. Тебе никто, кроме там избранных, эти деньги не заплатит. Я сам был на операции такой в Израиле. Такой технологии в Украине нет, потому что за нее никто не заплатит. Это ортопедическая операция, кэшом. Но если бы это делалось по страховке, то все было бы шикарно. Понимаете? А в Украине врачей звезд хватает. И было бы еще больше. Денис, добрый день. А как быть с образованием? Например, школы, университеты тоже нужно делать частными? Да, обязательно.
Смотрите, я еще вам расскажу про одну категорию людей. Вот я предлагаю реформы, залетают люди, не глупые люди, и начинают писать. Неважно, там, не будем. Значит, да что вот ты во-первых, у нас парламентско-президентская республика, во-вторых, там у нас конституция тебе не позволит то сделать, или а покажи команду, а с кем ты собираешься идти, а технически там у нас есть другие законы, их надо менять. Я вам что должен? Выйти в YouTube и рассказывать, вот тут у нас подзаконные акты есть, значит, тут у нас вот эту конституцию надо менять. Вы скажете, да черт ногу сломит, ты это никогда не сделаешь. А команду покажи. Вам уже Зеленский команду показал. Гетманцева, Ермака. Хорошая команда. Марченко, Резников. Улыбались же, там стояли, право на владу. Шикарная команда. Война. 20% территории отжали. Вот вам команда. Я даю цели, концептуальные вещи, практически. А как это воплощать, как в бизнесе? Наймутся люди, которые душой, сердцем принимают, понимают и воодушевлены этим. Вот так будут внедряться изменения. А не я сейчас буду в дебри законодательства Конституции водить. Команда вам нужна. Вот я же говорю, команда Порошенко есть команда тоже. Гончаренко там. Поэтому люди, и главное, с такой агрессией так бесятся. Я говорю, так у вас же есть интернет, выходи в YouTube, сделай лучше, предложи свои. Я готов спорить только о реформах, хорошие они или плохие. Что-то провокаторов нету. Ребята, 16 минут идет стрим, провокаторов нету этих от Чубаки с немытой головой. Что происходит? Что, денег пожалел? Денис, на ваш взгляд, кто бы мог быть хорошим министром обороны? Когда? Сейчас? Никто. Зеленский не пустит реформатора туда. Бессмысленно об этом вообще говорить. В Празі поранив ногу, страхування покрило все лікування, заплативши лише 10 євро. Да. Друзья, поставьте лайки, пожалуйста. Нужно продвигать стрім вперед. В малих містах та селах також одразу приватизацію лікарень робити. Да. Там нужно к этому будет подойти креативнее, там нужно будет учесть расстояние. Если там близко к ближайшей нормальной больнице, значит количество скорых просто увеличить. Там уже частный собственник знает, что сделать, чтобы все обеспечить качественно. Как новый человек в системе, а именно президент, что-то изменить сможет в одиночку. Все с вами ясно. Что значит в одиночку? Ну что значит в одиночку? Мы сидим в Ютубе, завтра я президент или как в это? Или кто-то там либо? Ну что вы спрашиваете? Почему в одиночку? Безкоштовно, але анестезіологу дай, хірургу дай. Да, маску принеси свою, за бахилы заплати. Мы что, не знаем этого? 200 гривен, 500 гривен медсестре засунь. О, какое у вас отношение к Панченко? В бан. Надоело. Если мозгов нету, то значит в бан. Что вы скажете про нового министра обороны? Он меня вообще не интересует. Он меня вообще не интересует. Во-первых, оставили ему замов, которые работали при Резникове. Ну, о чем мы можем говорить? Это люди Ермака. Какая разница, какая там фамилия? Он просто часть этой системы. Никаких хороших парней при Зеленском не будет, и реформаторов тоже. Просто удобно. Техническое лицо. Надо заменить Резникова, Америка потребовала. Они поставили этого Рустема Умерова. Я против него ничего говорить не буду, я не знаю о нем почти ничего, но прогноз я вам даю. Так, идем дальше по темам. Друзья, ставим лайки активней. Да, с удивлением узнал, вот мы с вами там кум Ермака тот, Тищенко кум Ермака. А есть такой Олег Кипер. Это он сейчас прокуратурой Донецкой области заправляет, насколько я знаю. Или он глава администрации. Короче, он в Одессе работает, они его туда отправили. Сейчас он главный кандидат на должность новым генпрокурором стать. Это кум Ермака, как оказалось. Я не знаю, это кум Ермака. Я о нем слышал много плохого, это кум Ермака. Я не знаю, Ермак, наверное, всех кумовей и новых там еще заделает каких-то, и всех вокруг. Что происходит, друзья? Говорили, пышный кум Ермака, глава НБУ. Это, может, не Украина, а Ермакина, как назвать нашу... Что делается вообще?
Виталий, я вам уже ответил по поводу министра обороны. Не надо продолжать. О, Чаплыга тоже предлагал похожий список реформ, как в твоей программе. Да меня не интересует это чудище. Я для таких, как вы, в Телеграме оставил пару сообщений на прошлой неделе. Подпишитесь, посмотрите. Денис, на вашу думку, наскільки далеко зайде ситуація з ТЦК та відловом простых людей? Простых, я не знаю, что такое простых, наверное, вы имели в виду. Не считайте себя простым для начала. Я могу вам сказать другое. Это будет зависеть от планов Зеленского. Я не хочу сегодня поднимать особо тему выборов, потому что я запланировал видео сделать на следующей неделе, там подсобралась новой информации. Но мы сегодня частично будем об этом говорить. Вы же видели обложку к стриму. Зеленский едет вот-вот в США. И думаете просто так? Нет, я сейчас вам расскажу для чего. Кипер, глава администрации. Да, спасибо. Будет генпрокурором. Он вообще с прокурорской системы. Так у Кипера жена гражданка РФ. О чем тут говорить? Я даже не знал этого. Кипер, глава Одесской ОВА. Да, спасибо, уже написали. Денис, смотрите стримы Балашова. Полностью не хватает времени, частично смотрю. Надо сказать, в последнее время он шикарные стримы проводит. Я вообще никогда не стеснялся, и мне было не как-то там сказать, что у Любарского шикарное видео. Что, если у Балашова сейчас хорошие стримы, значит у Балашова хорошие стримы. И про кого бы то ни было. Это другие зажались и не дай бог подписчик перейдет. Подписывайтесь. Я за то, чтобы у вас была хорошая информация. Денис, чисто теоретически, что будет с Украиной, если следующим президентом будет Мишель, не будет никакой представитель демократической партии президентом США, даже обсуждать здесь нечего. Как ты относишься к НАБУ? Никак. Я не вижу пока эффективности. А прошло уже много лет. Эффекта ноль. А стоит оно для Украины дорого. Ладно, идем дальше по темам. Давайте к главной теме, наверное, переходить. Зеленский едет в США к Байдену. А для чего он туда едет? Во-первых, сейчас вот Блинкен прилетал, было обсуждение войны, было обсуждение выборов. Я хочу вам сказать, что там будет решаться вообще судьба Украины и наше ближайшее будущее. Самый страшный для нас сценарий вот какой. Что Байден одобрит Зеленского идти на выборы. Это первый плохой сценарий. Второй плохой сценарий — не договорятся не проводить выборы. Но об этом будет мое видео. И тот сценарий для нас страшен, потому что если он получит поддержку Байдена, то значит они все будут делать как бы в сговоре и так далее. В конце концов, для чего это может использовать Байден? Для того, чтобы потом Зеленский обратился к тем украинцам, которые диаспора в США, чтобы они на выборах поддержали Байдена. Ну, например. И много-много других вещей. Вы видите, там столько компромата вылазит по этим вооружениям. Там уже неизвестно, что вообще на самом деле происходит. Я хочу, чтобы они заставили его идти на выборы, чтобы они заставили его объявить о политическом целях окончания войны, перестать дурить людей по поводу военной победы и об этом публично заявлять, перестать хамить западным партнерам. Вот чего я хочу. Я хочу выборов, настоящих выборов. Если Зеленский станет президентом, кранты, будут кранты. Если не будет выборов, тоже будут кранты. Если не будет выборов, вообще неизвестно тогда, когда закончится война. И как, и что. На вашу думку, коли закінчиться війна в Україні? Максимум перший квартал 2025 года. А точные прогнозы я... Нет, не таролог. Так. Вас смотрят в Кишиневе, спасибо. Так Зеленский на прошлых выборах обещал остановить войну. А они им все равно, что они обещали, что они говорят. Ему все равно. Да, Михаил Чабанян — это, по-моему, Куна, криптобиржа. Я не знаю, элита он, элита, спросите у него.
Какая может быть логика в США, в СМИ говорить одно, а в точно подконтрольных ОПТГ каналах это опровергать, например, про экстрадицию, для чего это делается, если опровергать, потом зачем заявлять? Я же не знаю, какие ОПшные ТГ-каналы вы имеете в виду. Может, вы думаете, они ОПшные, они не ОПшные. Для США страна 404 просто игрушка, как они сделали до этого много раз, поиграют, оставят все в руинах. Это вы о ком? И где это США такое делали много раз? Я вас не понимаю. Денис, это Гордон вкинул, что в президенты США пойдет Мишель Обама. Понял. З привітом Рівне. Рівне теж привіт. Да, я видел протесты в Одессе. Ну что, люди уже не выдерживают. Я не понимаю, конечно, то, чего только в Одессе. Но я не хочу не подбуривать, но я не хочу говорить, что это бесполезно. Я точно вас к Майдану никогда призывать не буду. Меня не интересует ни политика, ни Майдан. Меня интересует результат и конкретные рычаги влияния. Что-то изменить можно только сверху вниз, запомните это. Но это ваши деньги, это ваши налоги, вы имеете право требовать. И во время, не то, что даже во время войны, тем более во время войны. Тем более во время войны. Но вышел Труханов, Труханов был не то, что неубедителен, я вообще не понял, что это было. Но вспомните, пожалуйста, опять придется себя хвалить. Кто вам первый рассказал, что куча мэров, и не только областных центров, готовы были вешать триколор и были в переговорах с представителями оккупанта? Ну это же я вам рассказал. И даже некоторые фамилии назвал, сейчас я этого делать не буду. Когда? Когда еще в Киеве находился, год назад. Чего вы ждете? Ого, какой большой донат зашел. Спасибо большое. Дикси Нормус, огромное спасибо. Анонимное, но огромное спасибо пишет. Это вам спасибо. А где ваш бизнес развивался быстрее, в США или в Украине? Извини, вопрос не по теме. Я сейчас в детали влезать не буду, но, конечно, Украина — это рынок, который ты знаешь, все знаешь, и тут даже сравнивать нечего. Денис, снимите видео про себя, а то люди не понимают, кто вы. Спросите вопрос. Надо написать в интернете статью, да, это будет сделано. Так, дальше идем. Хорошо, поехали дальше. Вы предлагаете резко вводить реформы или плавно, а если нет, никаких плавно, никаких полумер. То, что успеют освоиться, но если резко, то будет ущерб для рядовых граждан. Никакого ущерба для рядовых граждан не будет. В том-то и цель реформ, чтобы вы завтра ощутили эти изменения. Выбросьте себе из головы вот эти яценюковские замашки, затягнутые поясы, непопулярные реформы. Это сказки. Сказки все это. Реформы на той реформе, чтобы быть популярными. Если они не популярны у вас, значит, это чиновники зарабатывают. Вас обманывают и грабят. Вообще просто выбросьте себе это из головы. Это у вас неверное абсолютно понимание ситуации. Реформы будут резать по-живому. В Украине уже нельзя. Никаких плавных реформ. Плавные реформы можно делать в Америке, в Италии, во Франции, в Германии. И то не уверен. В Украине никаких плавных реформ не может быть. Какая плавная реформа, если есть тупо министерство, которое тупо пожирает наши налоги в никуда? Какая плавная реформа? 100 человек уволить или как? Продать здание и до свидания министерство. Это же все, что сказать, плавно коммунистическую партию запретить. То есть как? Блондинов сегодня запрещаем, завтра брюнетов по росту или как? Нет, это кошмар. Повесили замок, как рассказывают вот очевидцы, в одну ночь, и нет коммунистической партии. Точно так же и в реформах будет. Кого выбирать, если нет ни одного нормального кандидата? Давайте об этом поговорим, когда начнется предвыборная кампания. Я вам все скажу. Кнопка «Супер спасибо» у меня есть, но говорят, она с Украины вроде не работает. Но кто хочет стать спонсором канала, это $1, $2 в месяц. В закрепленном комментарии ссылка, пожалуйста, welcome. Обязательно в Телеграм подпишитесь. Друзья, накидайте лайков. Так, Денис, какая вероятность, что в ближайшее время Байдена заменят Трампом? Как это в ближайшее время? Выборы США 5 ноября 2024 года. А о чем вы, я не совсем понял. Как тебе Украина вчера по футболу? Я не смог посмотреть здесь. Денис, я знаю, что 1-1. Денис, вы заканчивали военную кафедру. Как думаете, стоит ли заканчивать? Нет, я не заканчивал военную кафедру. Так, Андрей Рябоконь, спасибо. Спасибо большое.
С приветом из Израиля. Из Рашки давно уехал, смотрим на Зеленского, очень жутко Пуйло 2000 года напоминает. Да, я же видео об этом сделал. Вся ситуация с Коломойским, но мы позже об этом поговорим, это копия ситуации с Березовским. Да, Рамины вырезки я видел с Гордоном. Ну, это же не я, это Рамина. Ничего умного там нету, к сожалению. Аудитория шикарная. Ну, видите, не все так в жизни бывает, как мы хотим. Я про нас. Мне бы ее аудиторию, вы не представляете, что бы мы уже могли сделать. Нет, зачем? Можно ходить, какие-то рассказывать абсолютно бесполезные вещи. Там, ладно, не хочу. Привет, как относишься к тому, что тебя некоторые называют популистом? Все леваки, всех прогрессивных людей называют популистами. Давайте посмотрим на пример Хавьера Милея, который вот-вот станет президентом Аргентины. Скоро выборы, в октябре, если я не ошибаюсь, через там месяц-полтора. Сейчас там апогей предвыборной кампании. Что на него только не льют. А человек вышел и уже занимается, уже в переговорах вступает там и с МВФ. Но он с МВФ для чего переговоры? Чтобы ему дали наличный доллар, там, по-моему, 7,5 миллиардов долларов. Он делает долларизацию экономики. Песо переведут в доллар. Они от песо отказываются. И таким образом он приходит к тому, что не нужен будет Нацбанк. А что такое Нацбанк? Это варье. Варье. Это национальная валюта в таких странах, как в Украине и в Аргентине, это инструмент ограбления населения. Станка уже больше не будет. То же самое нужно провести в Украине. Я не знаю, долларизация. Я, конечно, за долларизацию. Но учитывая, что мы как бы в еврозоне, на европейском континенте, пусть будет евро. В любом случае твердая стабильная валюта. И все. И что будет делать тогда Нацбанк? И запустить сюда все банки европейские, американские, какие угодно, которые захотят работать. Кстати, про медицинское страхование. Там пишет умник. Да-да-да, рассказываешь тут. Все сразу же станет на свои места, когда станет вопрос, какие компании будут допущены страховать людей. Любые. Американские, европейские, любые. Рынок открыт, ребята, заходите. Какие вам условия лучше, как в Америке? Конкуренция, десятки компаний тебе предлагают. Будут конкурировать, вам сделать лучшие продукты, выгоднее условия. Для підприємця в Україні краще тільки євро чи дві валюти євро та долар. І то буде гарно. Так, Денис, ваш бизнес был связан с автомобилями? В Украине, да. Пассажирские перевозки. Денис, вы планируете вернуться в Украину и когда? Ну, вы же знаете, что на меня гонение в политической миграции. Ну, как вы задаете такой вопрос? Хочу вернуться сейчас, готов брать билет. Куда? Вы что, не понимаете, что со мной будет там? Кстати, тоже еще расскажу вам. Вот самое, знаете, ну не то, что неприятное, странное, я бы сказал, самое странное получать глупые комментарии от людей, которые бьют себе в грудь, кричат, что да мы тебя поддерживаем. Вот вчера девушка пишет, поэмы целые в комментариях в телеграм-канале. Денис, ну вот все хорошо, но я тебя показываю друзьям, а они говорят, ну что, ну канал, а дальше что? Я, конечно, нецензурно там ответил. Конечно, хорошо попить кофеек, нога на ногу и рассказывать, ну, канал дальше что? Что он сделал для того, чтобы реформировать Украину, принести изменения? И она, ну, сделайте что-то, ну надо что-то, ну вот план, как вам стать президентом, как вот это сделать. Я говорю, что вы предлагаете? Я Навальным Саакашвили не буду. Здоровье, жизнь я не буду. Я в мученика играть я не собираюсь. Даже выбросьте себе это. Что вы хотите от меня? Что вы готовы сделать? Вы себе задали этот вопрос? Ну вот надо. Что надо? Ничего не понятно. Вот так и здесь. Когда вернетесь в Украину? Я могу вам только одно сказать. Сейчас многие меня, наверное, не поймут. Психологически комфортней мне было в Украине под ракетами, чем в Америке. Я не знаю, с чем это связано. Вот такой парадокс. Как вы думаете, какая лучшая страна для жизни в Европе? Я не могу давать такие советы. Я не знаю, сколько вам лет, кто спрашивает, чем вы занимаетесь, сколько у вас денег.
Для кого-то это Польша, для кого-то это Франция. Почему Поворознюк сам снимает, выкладывает видео, где сельчане благодарят его за крышу над головой, за еду, на кого это рассчитано на желтые воды, наверное, на вот этих всех бедных людей. Чтобы ему это ж, понимаете, это ж психологию какую прививают? Рабовладели, феодалы, вот такое. Руки целуют, военные благодарят. Ну что это? Это не для меня. Так. Еще есть надежда о режиме тишины до конца года. С каждым днем тает. Я вот слушаю Зеленского, хотя что там можно понять? Ну то, что удается, что там можно-то? О, вот он первый. Ну давайте так і бить. Денис, чому ви назвали ботами Чубаки? Хоча ми просто задали питання про Олега Єлісєвича, я сам ваш глядач та активно вас підтримую, і ніхто не казав, що це якийсь компромат на вас. Нет, мне несколько людей сегодня написали, сообщили, что в группу активистов внедряются какие-то люди, создают свои, призывают, приглашают людей вступать и рассказать, что я на самом деле оборотень, что я под видом либерального мира вас обманываю, и что я хочу вам ОПЗЖ делать. Потому что мой отец член ОПЗЖ. Страшнейшая тайна. Я расскажу вам страшнейшую тайну. Мне 35 лет. Мои родители развелись, когда мне было 6. Это было 29 лет назад. 29 лет назад. У моего отца давно другая семья. Давно другая семья. Он живет в маленьком городе. И что там в местном самоуправлении, в пятой, шестой или партии, я не влияю на это. Я это не принимаю. Я об этом сказал, что это позор лично для меня. Но это не я. Меня зовут Денис Елисевич. Я никогда не был членом ОПЗЖ и никакой другой партии. Вы меня лично там, ну, конечно, кто-то меня смотрит, тот, кто меня лично знает. Это то, что Чубака, наверное, думает, что это страшный компромат на меня. Вот там 4744 человека. Поставьте лайки, кстати, кто не поставил. Но кто-то же меня и лично знает. И это сотни людей. С кем-то я делал бизнес, кто-то у меня работал. Но вам же никто никогда не скажет, что я какое-то отношение имею к ОПЗЖ, к регионалам, или что я за русский мир, или что-то типа того, когда-либо был. Все знают, что я прозападный человек с самого детства, американизированный. Поэтому на этом компромат и сдуваются. Я не могу отвечать за поступки других чужих людей. Я отвечаю за себя, за мои поступки, за свою биографию, которая идеальная. Вот и все. Так, идем дальше. Я ответил? Напишите, я ответил? Здравствуйте, Денис. Если вдруг в Беларуси раньше поменяется и вас позовут, вы поможете? Пожалуйста, не агрессируйте. Сначала вы грамотный человек. Кто позовет, куда поможете? Я только одно не понял. Что в Беларуси раньше поменяется? Режим? Нет, раньше, чем в Украине, у вас не пойдут изменения. Сначала в Украине, потом в Беларуси. Я за вас болел, когда у вас был Майдан. Я за вас болел. Но Тихановская, это, ну, вообще не лидер. Повестки в ДИИ реально? Какая-то альтернатива этому точно будет. Они сейчас уже, новый министр объявил же, Умеров, что они делают электронный реестр. Друзья, хотите намек? Тиски будут сжиматься. А теперь давайте я вам расскажу, к чему я про вот эти вот все рейды машин рассказал и все остальное. Я был в госпитале здесь, в Майами-Бич. Это огромный госпиталь, называется Синай. Куча отделений, куча, как это сказать, это не подразделения как, то есть зданий, ну вы понимаете, департаментов, там это, там то. И каждое вот это вот отделение названо не крыло, а целое как бы здание отдельное, названо фамилиями меценатов, которые дали бабки построить его. И вот я был, называлась Натан и София Гуменик. Натан и София Гуменик. Я сейчас пытаюсь разобраться, кто это, посмотреть биографию. Я к чему веду? Вот смотрите. Коломойский и другие олигархи. Кто о них вспомнит через 50-100 лет? А тут тебя и твоей фамилией больница названа, отделение больницы названо. Представляете? А сколько? Это будет сотни, через сотни лет. Как это происходит здесь? Тебе страна создала условия, ты состоялся, ты заработал огромные деньги, и тебе не надо заставлять.
Тебе не надо ничего делать, палки в колеса или что-нибудь еще. Под руки тебя хватать. Ты в знак благодарности это сделал от души. Потратил, наверное, в этом случае десятки миллионов долларов. А теперь у меня такой вопрос. Вы все про эту мобилизацию и про все про эти повестки. Захочет ли когда-то в Украине, которая не предоставила никаких условий для самореализации, захочет ли кто-то построить больницу, чтобы назвали его фамилией, такому государству оставить? Человек, которого хватают под руки, когда он этого не хочет, он не построит больницу здесь. Он умчится при первой возможности, легально или нелегально. И это Зеленский никогда, запомните, никогда не способен понять. Закрытые границы – это ошибка. Ошибка. Надо было 3 года каденции использовать для того, чтобы люди не убегали. Надо было строить профессиональную армию, а не Ермака слушать. Вот что нужно было делать. Чтобы сейчас таким образом не призывать людей. А если нечем и неким воевать, надо думать, как политически заканчивать войну. Не замораживать. Я говорю, не замораживать. Многие путают, рассказывают, я торгую территориями, я там что-то замораживать. Я против заморозки. Нужно заканчивать. Понимаете, к чему я веду? Страна должна по-другому относиться к гражданину, тогда она в ответ получит добровольно много всего хорошего. Но нас присадили на войну, воевать, жертвы. А может сейчас на фронте погибают сотни пацанов, которые талантливейшие вообще люди, которые принесли бы громадную пользу Украине в IT, еще в чем-нибудь, в науке. Понимаете, должен же быть логика, объяснение, логическое объяснение. Какой худший исход вы видите для Украины? Я, честно говоря, в худшем, ну ладно, есть плохой исход, это когда, если русские пойдут в контрнаступление. Так. А не скакать в 14-м, не скакать, не вызнаками. Так, значит, в бан. А Ющенко уже отстроил больницу, до сих пор открывают, денежки ушли. Вы не поняли. Вот есть люди, которые, ну, к сожалению, смотрю книгу, вижу фигу, без обид. Свои бабки, говорю, дали люди, свои бабки. У нас, когда открывает чиновник, это чиновник бюджетный, я взял, ленту перерезал, я хороший, смотрите. Ну, вы не понимаете простых элементарных вещей? Или перед выборами кто-то там что-то покрасит и расскажет. Вы не понимаете этого? Это, кстати, фишка, которой пользуются депутаты такие вот там в Киеве, которые в горсовете сидят. Где-то бюджетные деньги выделят на футбольное поле в микрорайоне. Он приедет, откроет. Это вот тот вот открыл. Что ты открыл? Ты взял с бюджета деньги. Что ты открыл? Дім є дім, тому вам було комфортно. Батьківщина, я б сказав, батьківщина є батьківщина. Коли дивлюся ваш стрім, постійно рекорд переглядів. Бажаю сьогодні 20 тисяч. Дякую. Ну, зараз у нас 5085. Друзі, ставте лайки, продвигають стрім. Почему так, Денис, почему тогда в ТТ сейчас набирает популярность тренд, чтобы после войны был Майдан? Потому что у людей огромное разочарование. Я еще раз, я против Майдана сейчас, я против Майдана, любых волнений после войны. Я в это не верю. Какой у вас прогноз на одобрение народом вашей кандидатуры? Вы видите больше статистики. Мне не надо одобрения. Я ничего одобрения не жду. Я делаю то, что я считаю правильным. Могут ли Украину кинуть, как Афганистан? Украина может быть как Афганистан, если здесь произойдет военный переворот, чего я тоже не хочу. Многие тоже призывали. Здравствуйте, вы говорили, что работали в ФБУ. Знакомы с Лопушанским, Гавриловым, конечно, Дробяковским. Я работал в ФБУ. Это где я такое говорю? Я профессионально играл в баскетбол. Я в ФБУ или где-либо ни дня в своей жизни не работал. Ну, по баскетболу это считается работа, это единственное, все. О чем вы говорите, я вообще понятия не имею. Кто такой Дробяковский, знаю, говорить не буду. Ничего хорошего я вам не скажу. Так. Друзья, вот задают вопрос. Как считаете, можно ли было избежать войны? Да, можно, но я хочу говорить и о настоящем, и о будущем. Давайте будем, что люди должны
в тонусе быть. У нас стрим, я должен воодушевить людей все-таки. И многие там рассказывали, что один негатив, а сейчас, Денис, меня ваши стримы воодушевляют, свет в конце туннеля. Это то, что надо было осознать и понять, что на самом деле я даю. И для чего это все делается. Я просто общаюсь с людьми здесь, которые способны справиться с правдой, а которые хотят жить в розовых очках. Есть масса других каналов, где вам расскажут, что завтра будем в Крыму пить кофе, и до Кремля дойдем, и все остальное. Поехали дальше по темам стрима. Друзья, на все вопросы отвечу, не торопитесь. Мы всего лишь 45 минут в эфире. Так. Я думаю, вы видели мое видео про Коломойского. Пишет мне тоже комментатор. Я думаю, если бы тебе позвонил Коломойский, ты бы сказал: «Здравствуйте, Игорь Валерьевич». Да, так приличные люди общаются, воспитанные. Многие пишут, что ты Коломойского отстаиваешь. Я хочу разобраться, чтобы вы понимали для себя эту ситуацию. Дело не в фамилии Коломойского, дело в сути вопроса. Суть вопроса такова, что вы ничего не можете приватизировать, прихватизировать, подмутить без чиновника. Я не видел ни одной посадки чиновника, никого к ответственности никто, перед судом никто существенно не предстал. Ни один человек. А Коломойский – это бизнесмен, который работал в то время, в которое он работал. Если бы я родился в 90-х, поверьте, я бы делал ровно то же самое, что Коломойский. Даже не сомневайтесь. Если бы моя экономическая активность припала на 90-е. И выжил я или не выжил бы, это другой разговор. Там на удачу многое было. Но я говорю по факту. Он действует в той системе координат, в которой он действует. Его задача зарабатывать деньги, как любого бизнесмена. Он считает, что и этими путями тоже. Замечательно. Где чиновники в этой схеме, без которых ничего где это все? Нигде. Тем видео я вам просто показал, как Зеленский относится к людям, которые его сделали. Кто такой Зеленский без Коломойского? Это не 0, это 2 нуля. Это все закончилось бы, я рассказывал вам, Домом культуры в Кривом Роге. И больше ничем. Я ничего талантливого, это дело вкуса, безусловно. Я ничего талантливого в квартале не видел, но я не хочу обсуждать их бизнес. Я хочу сказать о другом, что Коломойский, давайте откровенно, Коломойский сделал Зеленского президентом. Вы считаете, что все, что происходит, шоу? Возможно, это шоу. Но это шоу закончится в какой-то момент. И в какой-то момент каждый будет сам за себя. Потому что у Коломойского сложная ситуация в жизни. У Зеленского она впереди, это сложная ситуация в жизни. Во многом эта ситуация будет зависеть от поездки в США. Вот в чем был мой посыл. И олигарх – это миллиарды долларов. И многие, знаете, почему хотят посадить Коломойского? Я вам честно скажу. Люди, граждане, я имею в виду. Они считают, что им оттуда что-то перепадет. Они посадить, отобрать. Хорошо. Посадили всех олигархов, вот всех до единого. Все забрали, национализировали. Ты где в этой схеме? Кто тебе что там даст? Это чиновничьи. Они никогда это не приватизируют. Они будут это юзать, финансировать с бюджета, с твоих, дурак, налогов и выходить оттуда мультимиллионерами. Вот все, что они будут делать. Если это люди не понимают, то мы никуда не уйдем. В моей программе реформ вы видели амнистия капиталов. Если ты не был причастен к сепаратизму и к убийствам доказательно, не просто там что-то доказательно тебя не могут, ничего, ты платишь там условно 5% или 7%. Я только, знаете за что? Всем одинаково. Вот точно я хочу, всем одинаково. Если начнется тем 1, тем 3, тем всем одинаково. И условие, что ты заводишь это деньги в экономику Украины, так вам нужен Коломойский на свободе или в тюрьме? И его предприятие. Или любой другой. Сейчас просто Коломойский под угрозой, поэтому говорим о Коломойском. Вот в чем все дело. Комаровский вместо Зеленского будет лучше. Комаровский не глупый человек, но я искренне не понимаю, зачем было поддерживать Смешко, раз. Второе, зачем было сейчас лезть к Максу Назарову на интервью. Человек звал русский мир сюда годами. Зачем Комаровский общается с такими людьми, будучи умным человеком? Ну зачем? Он подставляет себя, свою репутацию. Зачем он это делает? Ну, это вопрос к нему, не ко мне. Я бы спросил, если была возможность. Так. У меня уже стрим включился на телефоне. Поехали дальше. Давайте пару вопросов и по плану стрима двигаемся.
Денис, питань немає, я навіть в цьому вас розумію, ще більше підтримую, бо ситуація в мене схожа, і ви не відповідаєте за свого батька, просто ви агресуєте, чомусь сказали, що в мене якась не така ава. Я агресую, тому що питання про сім'ю. Вот как Петров про маму говорит, некрофил этот, он реально некрофил, это не лечится. Зачем трогать семью? Дети в ответе за родителей? Не в ответе за родителей. Я отвечаю за себя. Если бы я был членом ОПЗЖ или как-то по-другому запачкан, вы бы это узнали через 5 минут до моей политической миграции. Я напоминаю, что со мной общались спецслужбы каждую неделю на определенном моменте в Украине. Это то, почему я уехал. Если бы хоть было за что-то меня зацепить, за миллиметр какой-то, они бы с этого миллиметра километр бы сделали, не получилось ничего. Нечего. Соответственно, и вы понимаете, что дальше выруливать. Понятно, что это с немытой головой Чубака будет сейчас небылицы там какие-то там дальше. Я сразу хочу сказать, кстати, я не буду в эти отгавкивания играть, еженедельно вот эти ролики посвящать. Не интересует меня это. Это, я не знаю, как он живет, как он в 46 лет просыпается и задача идти на работу и кого-то обгадить. Это можно утонуть в собственной желчи, в этой ненависти. Ну, это кошмарно. Это, слушайте, это так жить, это, ну, это какая-то программа саморазрушения включается. Я так не живу, жить так не буду. И тем более вас на это тоже присаживать не буду. Это отвлекает. Это отвлекает. Просто есть грани, которые нельзя переходить. И ничего не будет забыто. Я сразу говорю. Я могу об этом не говорить, не поднимать эти темы. Но не надо, это все зафиксировано. Денис, а зачем нацвалюта в странах типа Венгрии и Румынии? Ведь там евро, но и их валюта. Спросите, поедете в Венгрию и в Румынию. Я говорю о Украине, потому что я гражданин Украины, меня интересует Украина. Это моя родина. Ни Венгрия, ни Румыния. И вы так говорите, как будто бы ВВП Венгрии или Румынии какой-то высокий. Это нищие страны. Зайдите, включите ВВП в Венгрии или Румынии. Это экономики в 4 раза меньше, чем в Украине. У бедных людей просто жаба с богатыми, и все, они злорадствуют, они разбираются. Совершенно, Оксана, совершенно верно. И это проблема, это то, что к нам, к сожалению, прицепилось после коммунизма. Всегда виноваты во всем богатые. И я вам рассказал, что делают богатые. Сейчас меня окружают только богатые, очень богатые. И они себя ведут совершенно не так, как себе представляют люди в Украине богатых. Понимаете? Другой разговор, что это люди, которые это заработали профессиональными навыками своими, в честной конкуренции. Это не жлобяра, военком, которая жила на 3000 гривен в месяц, тут ему посыпались бабки, и оно придурочное сразу брендовые вещи оделось и купила дорогие машины. Это то, что жлоб делает в первую очередь. Это же надо красиво одеваться. Вот даже Трамп говорит, и в книгах своих всегда писал, что ты должен одеваться не так, как ты, не соответствуя тому, кто ты сейчас, а тем, кем ты хочешь быть. То есть дорогой костюм, если мы говорим про деловой мир, вы понимаете, да? Он рассказывал про друга, который был не богатый, но всегда летал первым классом. Это очень дорого в Америке. Потому что он себя видел там. В итоге так оно все и получилось. Это надо. Но когда ты одеваешь бренды, именно так это как бы на показуху, это сразу видно. Есть такой еще блогер один с сепаратистским душком. Вот он точно так же, как только ему заплатили деньги, он сразу оделся в бренды и везде вот так демонстрировал это все. В этом видно жлобство и, ну, маємо те, що маємо. Поэтому вот такие жлобы, они себя по-жлобски ведут. Когда ты деньги не заработал, когда ты их, ну, не заслужил, ну так это вот так оно, ты себя так и ведешь. Такое и общество строится. Почему в Украине предприниматели, вот на меня там даже, ну, я смотрю, какой-то белая ворона. Вот если бы ты украл что-то где-то, залез на должность, миллиончика 3 оттуда вынес, вот это ты был бы красавец. А ты там что-то шорхаешься, там, что? Вы же понимаете, деньги, над которыми мы пахали, строили бизнес годами, чиновник их зарабатывать мог за 2 дня, за день. Ему могли в день занести больше, чем я в месяц зарабатывал в Киеве, даже в лучшие времена. И это не чиновник какой-то элитный, ну, я имею в виду высокого ранга, это средненький, который просто на это заточен. Как когда-то Лазаренко сказал Черновецкому: ну что, Леня, пощипаем Украину? Предложил ему. Вот они так и щипают эту Украину. Дощипались до ракет. Многих устраивает. Я им говорю, надо расформировать министерство, Нацбанк. Они мне в ответ: да что, да ты расскажи, да ты закон напиши, да ты команду покажи. Тебе надо, тебя устраивает, ты видишь, что у нас проблемы, или ты не видишь? Не, нормально.
Только что. Украина готова ввести переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением. Госсекретарь США Блинкен. О, знаете что, ребята, я вам скажу? Есть несколько шизоидов, которые шпилят на меня ролики. Это шизоиды с дорогим продакшеном, с большим финансированием. В частности, женщина такая есть. Я не буду специально пока ее называть. В очках, ну явно больным лицом. С дорогим продакшеном. У нее там 1000-2000 зрителей, но вкладываются бабки сумасшедшие. И вот она меня назвала полезным идиотом. Сделала целое видео, называя меня полезным идиотом. За что? За что? За то, что я говорю, что Украина прогнила от коррупции, и за то, что я против сейчас военным путем забирать Крым и Донбасс. Поэтому я полезный идиот. Я сейчас никого не трогаю, ни на что не реагирую, все записываю, все и всех до последнего. Почему? Потому что когда в итоге все закончится переговорами и война закончится, вот тогда я потом расскажу, кто сепаратист, кто не сепаратист. Потому что в итоге все будет так, как я говорю. Плюс-минус, плюс-минус. И что тогда запоют вот эти вот, которые меня сейчас обвиняли? А я это сказал. И это можно верить, не верить. Зайдите на мой канал, промотайте на осень прошлого года, я это сказал первый. Самый первый. Это сейчас уже великие звезды Романенко, Арестовичи повторяют эти все мысли и все. А я первый это сказал, пока вы языки, пока вы рассказывали, что ленд-лиз не нужен, нам нужна шара. Точка, да, сидение определяет точку зрения. Я так не живу. У меня, конечно, из этого проблемы, но я так не живу. Я не могу так жить. Наверное, потому у меня вот 5354 зрителя онлайн. Спасибо, поставьте лайки, пожалуйста. Вот и все. Значит, Блинкен приезжал и сказал. И сейчас Зеленский, видите, мы с темой на тему, извините, прыгаем. Главное, это тема Байден и Зеленский. Кстати, хорошая заставка, мне понравилась. Дизайнер у меня блестящий. Все идеи, которые я описываю, это техническое задание, он контекст очень четко понимает. Никогда практически ничего не правлю, чтобы вы просто знали. Иногда скажу там, ты текст больше, меньше сделай, все. Представляете? Значит, впереди переговоры. Раз такой, Блинкен приезжал и сказал, слушай, давай заканчивай вот эти вот свои понты. У тебя нет ни бабок, ни оружия. Мы тебе дадим то, что нужно. Давай обозначим политическое завершение войны. Но тут сейчас вскакивают какие люди? Две категории людей. Первая категория людей, которые себя нашли во время войны. В гражданской жизни себя не нашли. И знаете, это неплохо. Я за то, чтобы человек себя хоть где-то нашел, это неплохо. Но не надо всех присаживать на это. Ладно, вот только одна просьба. Мы все уважаем, ценим, благодарим. Не надо на это всех присаживать. А вторая категория людей, которая, ой, через 5 лет начнется война, через 10 лет Путин опять вернется. А в Украине что, в это время часы остановятся? Или вы уже не видите другой жизни, кроме как жили при Зеленском? Когда ничего не делалось, вообще, или при всех предыдущих президентах. Я же ни о ком-то нехорошо. Не, если будем жить так же, то я вам сейчас говорю, заранее даю прогноз, будет война еще одна. И не одна будет война, а как в Израиле будет. Война, затишье, война, может 20 еще войн будет при нашей жизни. Да. При таком управлении, как у Зеленского, я гарантирую, что это будет. Кстати, я вот хотел про Порошенко поговорить. Где Порошенко? Если ты не президент, то это не значит, что тебе не нужно выступать. Давайте откровенно, у Порошенко громадная поддержка в Украине. Почему он не общается со своими избирателями? Давайте честно говорить, он до сих пор себя считает президентом Украины. Друзья, какой-то человек сумасшедшие деньги дарит каналу. Дикси Нормус. Спасибо все ваши стримы. И хоть обидно, что не могу подписаться здесь своим настоящим именем аккаунтом, но согласен с вами почти на 100% спасибо. Вам огромное спасибо. Я, честно говоря, неожиданно для меня. Огромное спасибо. 50 долларов, 100 долларов, еще 500 злотых. Да, спасибо огромное. Это все на развитие канала, на все нужны деньги. И все, кто хотят стать спонсорами, это все на развитие канала. Нужно четко это понимать. Кстати, вот Арестович сказал, что он 30 тысяч долларов зарабатывает на Ютубе. Я могу сказать, если бы я вот так вот вещал и зарабатывал не 30, а 10 тысяч долларов, как зарабатывал, канал давал 10 тысяч долларов, мы бы с вами продвинулись уже очень далеко. Очень далеко. Невероятно далеко. Коломойский, если задонатит. Ну, это было смешно, признаю.
Беда Украины не коррупция, а рабовладельческий феодальный строй. Смотрите, коррупция — это... Вы сейчас, конечно, с этой темой мы будем развиваться дальше, я тоже об этом хотел сказать. Я не борюсь с коррупцией, не боролся и никогда с ней бороться не буду. Потому что коррупция — это следствие, а причина — это вот есть министерство, о котором я вам сказал, 6 миллиардов долларов. Я про другие вам расскажу с бюджетами еще подробнее. Если мы его закрыли, то и нет коррупции там. Понимаете, в чем дело? Если будет единая ввозная пошлина на все на таможне, то и не надо никакие брокерские конторы и никакие таможни. Она будет, я рассказываю, как новая почта работать. Еще раз вам рассказываю. Заказал ты, я не знаю, тонны металла какого-то, или одну пару кроссовок себе, или телефон, и ты просто пришел, ты онлайн заплатил по инвойсу своему. У тебя это обошлось $1000. Ты $100 заплатил, 10%. Пришел, получил и ушел домой. И тебя не надо проверять. Там проверят только на наличие запрещенного оружия, наркотики. Точка. Все. Подскажите, откуда вы черпаете информацию, какие СМИ используете? Все читаю, и помойки читаю, и помойки использую, беру у них видео, другие не делают. И на следующей неделе такое будет. Фильтровать надо уметь, это другое. Если сами не справляетесь, я вам помогаю. Продолжая тему борьбы с коррупцией. Сейчас вы можете видеть, не хочу фамилии называть, сейчас вы можете видеть общественных деятелей, деятельниц, это я шучу так, которые основывают новые фонды по борьбе с коррупцией. Я вот это смотрю, и мне скучно. Это скучные лица, это все мы это знаем. Люди хотят в политику. И, к сожалению, этот путь продолжает быть топовым через борьбу с коррупцией. Лещенко и Наем тоже боролись с коррупцией. Как они боролись? Кони дохли, так они боролись. Где сейчас Наем и Лещенко? Лещенко вот так у Ермака работает на него. Наем в каком-то там агентстве, до этого был, где он там? Подскажите, я уже забыл. Осваивает денежки, короче. Занимается перераспределением потоков. Вы понимаете? И сейчас люди выходят и на полном серьезе, у них большая аудитория, там плюс-минус соизмеримо с моей, все-таки может чуть меньше, но много. Вот делаем новый фонд по борьбе с коррупцией. С чем вы собрались бороться? У Министерства здравоохранения 6 миллиардов долларов бюджет. Что вы будете там бороться? Как вы будете с этим бороться? Если мэр захочет, он это сделает какой-то. И закупки произойдут, и тендер выиграет его подконтрольная структура. Что вы будете бороться? Ну это борцуны. Борцуны с коррупцией. Я без обид. Но это же нечестно. Ну обманывают людей. Борьба с коррупцией — это удаление. Хирургическое удаление скальпелем. А вот это мы сейчас хороших засадим вместо плохих. Да мы честны. В чем нужно мы честны. Мы придем честно и заменим тех плохих нечестных, и вот мы заживем. 2023 год. Украине 32 года. Не произошло этого. Но многие поведутся і вже ведуться. Я маю бути готовим до довгої війни. Зеленський. Это из интервью за Economist. На здоровье. А вы готовы к длинной войне, друзья? Вы готовы к длинной войне? Это длинная война, в которой везде кумовья Ермака только пока получается. Война длинная. Война длинная, да жизнь у нас короткая. Наем строит дорогу платную за 6 миллиардов с бюджета. Да, точно. Денис, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда будет следующий подкаст? По-видимому, на следующей неделе. Я все это время не мог спланировать свое время с учетом разницы с Европой, и там другие нюансы были. Денис, стоит ли начинать бизнес в Австрии? Мы вдвоем с другом, без семей, бюджет не больше 10 тысяч евро. Есть еще варианты переехать в Калифорнию. Что делать? Ваше мнение. Я считаю, что Австрия, если знать тему, то да, но в Австрии бешеные налоги. Вы изучите сначала налоговую систему. Деньги есть на войну, на мир нету. Да. Бачили Марію Барабаш по ТВ? Ну, якщо ви мене слухали останні 10 хвилин, то ви все зрозуміли. Друзья, ставим лайки. Денис, как вам система медицины во Франции? Я не использовал там систему медицины, но я подозреваю, что она примерно такая же, как и в Германии.
Я так понял, сейчас всем блогерам дали отмашку качать кейсы с перемирием. Не, Васек, не так. Я не блогер, во-первых. Во-вторых, я это говорю последовательно, первый и чуть ли не единственный, с осени прошлого года. Вот что я делаю. И мне команды никто не дает, в отличие от тех, кого ты там слушаешь. И не суди по себе. Поинтересуйся, у кого ты вообще на стриме. Кастрюлю с головы, в конце концов, сними, пока по ней не ударили. Привет из Кипра. Очень интересно, как у вас продвигается создание вашего СМИ. Я, когда это все будет, когда я запущу, я запущу. Сейчас об этом говорить нет смысла. Я рассказывал, что это очень тяжелый процесс, в котором постоянно что-то меняется. И это нужно сделать еще в правильный момент. Денис Балашов предполагает, что в октябре будет режим тишины. Что думаю? Я не думаю так. Я предполагаю, что еще контрнаступление будет идти где-то пару месяцев. Наши. Про Подоляка и Маска ваш коммент, Денис. Да, эта тема у меня записана, я расскажу вам. Коротко, вы, наверное, все уже знаете, поэтому для тех, кто не знает, Подоляк разразился жестким твитом в адрес Илона Маска, что он нам что-то должен. Суть в чем? Что когда мы планировали наступать на Крым, Маск отключил нам Старлинки, потому что Маск запрещает использовать свои технологии военным для обороны, пожалуйста, ну то есть как бы для гражданских. Для атак военных операций запрещает. Маск боится. Маск заявил, что он разговаривал, по-моему, с послом России, и тот сказал, что если Украина пойдет на Крым, то будет ядерный удар. Я такое читал в американской прессе. Надеюсь, я ничего не перепутал. Ну, в общем, Маск не захотел этого делать. И тут Подоляк открывает свой рот на Маска. То, что там всякие ненормальные с украинской стороны, это тоже с нашей делают. Это не будем о них, про Подоляка. Кто ты, что ты открываешь рот на Маска? Украина выстояла благодаря Старлинкам. В начале войны, я это знаю достоверно, 110% правды. Вот что сделал Маск. А мог бы этого не делать. Он на этом ничего не заработал. Он это сделал, потому что он так захотел. Бизнесмен, не чиновник. И Подоляк открывает свой вонючий рот на Элона Маска. Это позорит Украину. Я написал Илону Маску в комментарии в X, ну в Твиттере бывшем, что мне стыдно, я извиняюсь. Как украинец, что такое говорит Подоляк. Этот чудак, я рассказывал вам, обслуживал Лукашенко, Михаила Бродского, Януковича и его окружение. Кого он только не обслуживал за бабки. Говорил то, что нужно говорить его хозяину. Сегодня его хозяин Ермак и Зеленский. И он уже на Илона Маска. Да кто ты такой? Мне стыдно. Как вам, я не знаю. Это кошмарная ситуация. Илон Маск создает невероятные вещи. Но дело даже не в этом. Он для Украины сделал это бесплатно. Имеется в виду, он вообще это сделал. Это технология, которой нет ни у кого доступа. Она уникальная, эта технология. Их нельзя заглушить. Это космический интернет. Он сделал это по своей воле. Во время войны он нам помог. Это место спасибо. Так а как может себя вести Подоляк, если Зеленский также себя ведет? Друзья, они там все омурлели. И на почве власти сошли с ума. И втягивают, мало того, что уже к войне пришло все, они втягивают нас дальше в это. А Илон Маск красавец. Я ему благодарен. За поведение вот этих вот мне стыдно. Все, что я могу сказать. Денис, вы сначала за Десантиса, теперь Рамасвами. Зачем? Если Трамп фаворит, нужно за него постоянно призвать поддерживать. Вам что-то приснилось, и вы решили выдать свое за мое. Я за Трампа с первого дня, с нулевого дня я за Трампа. Я им увлекался еще 10 лет назад, задолго там до президентства его первого, как бизнесменом. Как за президента я тоже за Трампа. Я сказал, что Рамасвами его реальный конкурент сейчас, не Десантис. Десантис уже все, ему можно сниматься. Вот что я сказал. Хватит мне приписывать то, чего я не говорил. У вас проблемы с пониманием? Постойте в зеркале, посмотрите на себя, я тут ни при чем, без обид. Я вижу, вы спонсор канала, но вы такими комментариями меня унижаете. Вот и все. Так же, как я про этих двух видео сделал, Денис, не обращай внимания, Денис, не тратьте, мне не нужны эти советы. Вы этими советами унижаете меня, даже этого, может, не понимая. Я это сделал. Точка. Не надо мне рассказывать, на что мне тратить время, обращать, не обращать внимания.
Советы давать, которых не просят. Не надо этого делать. Денис, це у вас рекорд, чи я помиляюсь? Помиляєтесь, тому що на минулому стрімі був рекорд 5832 людини, здається. Ну, одночасно. Так, то минулий стрім зібрав майже 68 тисяч переглядів. Как вы относитесь к Дубинскому и его оппозиционному мнению? У Дубинского нет ни оппозиционного, ни неоппозиционного мнения. У Дубинского есть мнение оттуда, откуда поступают деньги. Недавно они еще на Папу Римского что-то гнали с офиса. Это, по-моему, все, что они могут. На кого-то гнать. Так. Система Франції кратко. Повне медичне страхування до 30 тисяч євро коштує 200 євро в рік. Безплатна страховка покриває 70% всього. Страховка працює в лікарні на частні та державні. Частні та державні. Понял. Денис, видите ли вы такой путь интеграции давно оккупированных территорий через создание специальных административных регионов, что нет, нет. Эти все специальные регионы, зоны с низким, но отдельные зоны, как это называлось? Напомните, как Донецкая область называлась? Как это? Особая экономическая зона, что-то типа такого. Это рождает олигархов, чиновников богатых. Это не нужно Украине. Украина должна вся быть территорией с супер налогообложением, с супер низким, супер удобным. Вся полностью. Денис, как считаешь, Коломойский специально хочет спрятаться в местах? Нет. Как я считаю про Коломойского, я снял видео. Зайдите, посмотрите после стрима. Денис, здравствуйте. Как вы относитесь к налогообложению в виде 1% каждой транзакции, огромные деньги для бюджета? Я сказал, я за налог с продаж, но идея налога с транзакций мне тоже очень нравится. Это хорошая идея. 100%. Так, идем дальше по темам стрима. Так. Да, значит, зачитываю вам. Подписчики моего телеграм-канала это читали. Для остальных быстро зачитаю. Кто не подписан, кстати, в телеграм, в закрепленном комментарии, пожалуйста, подпишитесь. Я жду вас. Это важно. Мы всегда должны быть с вами на связи. Юсов, это не могу понять, кто он, типа пресс-атташе ГУР украинской разведки. Больше массированных обстрелов, чем в прошлом году, не будет. Россияне этой осенью продолжат атаковать территорию Украины, при этом ожидаются комбинированные удары. Пытаются ли сейчас россияне накапливать ракеты? Пытаются. Будут ли комбинированные удары? Будут. Будут ли они более массированные, чем в прошлом году, чем прошлой зимой? Нет, не будут, заявил Юсов. Он добавил, что если оценивать, будет ли осенне-зимний сезон более тяжелым и легче в смысле обеспечения энергетики, это прежде всего вопрос к энергетикам и правительству. Средств ПВО и ПРО стало больше. С этой точки зрения Украина лучше готова к атакам. Тра-та-та-та-та. Я бы на месте тех, кто живет в Украине, не верил. Коротко, то, что я хотел вам сказать. Не то, что если я ошибаюсь, я точно вам говорю, что Буданов лично рассказывал, что у России заканчиваются ракеты в прошлом году. Первый раз он это сказал, второй раз это сказал, а потом ракеты резко появились. И нам стали рисовать, что там тех 100, там 60, а тех 8 в месяц производит Россия, а тех 20. Офис президента уже проснулся, заявляет, что зима... Сам Зеленский говорит, что зима будет очень тяжелая. Если не ошибаюсь, он даже собирал по этому поводу или военную ставку главнокомандующего, или СНБО он собирал конкретно по теме зимы. ГУР говорит, ну не ГУР, это говорит Юсов, но он же представитель ГУР. Значит, будем считать, что ГУР. Это я так тоже намекаю, что надо думать, что и кто должен говорить. Зима будет не так. А если будет очень жесткая зима, Юсов за это лично ответит? Почему я так про Юсова выражаюсь? А что он пошел на Исландию ТВ давать интервью? Это зашквар. Это зашквар. На канале, на котором чужих мам, плохо о них говорят. Туда не может приходить пресс-атташе и Генерального управления разведки Министерства обороны Украины. Не может. Просто не может. На телемарафоне сядь и расскажи. Вот и все. Как физиогномист я вообще промолчу. Я думаю, в ГУР, и точно это, вернее, знаю, есть очень много достойных людей. Я думаю, им лучше говорить. В правильных местах правильные вещи.
А то получится, как с кофе в Крыму. Так, дальше идем. Про Илона Маска мы забежали наперед. Да, кстати, кто не знает, букмекерская контора Parimatch подала в суд лично на Зеленского, как на президента Украины, за то, что их закрыли. Это интересный прецедент. Я не уверен, что кто-то до этого в суд на президента Украины подавал вообще в истории. Я полностью на стороне Parimatch, сразу говорю. Хасиди-хабадники становлять зараз загрозу для України. Василь Назарук, знаєте, хто загрозу становить для України? Ідіоти. Ось, які задають такі питання, які не знають ніхто такі хасиди, ніхто такі хабадники. Ось вони ставлять загрозу для України. Тож подивіться на себе в дзеркало, задайте собі це питання. Чи не відноситесь ви до них? Це пряма відповідь на ваше питання. І дуже чесно. Чему Борис Джонсон так сильно підтримує Зеленського? Меня это уже очень сильно смущает, если коротко. Если никого из желаемых не будет на выборах, придется ложить надежду на Арестовича? Это вы, пожалуйста, решайте сами для себя. Думаю, вы мало что поняли с моих стримов. Но вы гражданин Украины наверняка, и вы имеете право. Денис, выборы, война будет окончена к выборам в США? Должна быть, да. Максимум к инаугурации нового президента. Это прям максимум-максимум. Что думаете про G20? Да, Антон, это тоже важная тема для стрима, и она даже есть в названии. Что я думаю про G20? G20 четко нам показала, что происходит. Проигнорировали Зеленского, не пригласили. Знаете почему? Потому что там люди в красивых костюмах, в галстуках обсуждают серьезные вещи. Они не хотят Зеленского в военной тактической одежде, чтобы он пришел и в хамской манере клянчил на задачи, которые нерешаемые, которые нечестные, и на проблемы, которых можно было избежать. Вот и все. Там вообще о нас не говорили. Там сказали, что нужен компромисс, 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 и весь мир занимается своими делами, думает, как им жить. Хотите, называйте это устали от войны. Все. Вот что такое G20. Это не я говорю, зайдите, почитайте. Есть официальный отчет G20. И задайте себе вопрос, а почему так произошло? Кто еще там в розовых очках вдруг люди есть? Вот вам факт. Вот вам факт. Все поняли. И после саммита НАТО в том числе. После кое-кого поведения. Посмотрел пару видео с Панасенковым по вашим рекомендациям. Очень крутой человек. Был бы рад увидеть вашу с ним коллаборацию. Будет. Наверное, будет. Так, если никого из желаемых не будет на выборах, придется, это я уже читал, глупость эту. Там было 13 острова экономических зон, оттуда Тарута вылез, кстати. Да, совершенно верно. И многие другие. Резников теперь посол, пока не посол, но, думаю, будет. Резников уволен, таки уволен, или там по собственному желанию, не разберешь же. И тут Дубинский, кстати говоря, вот так берет телефон, снимает за спиной, ну, чуть ли в засос не целовался Резников с Холей Тищенко. Руку жали, ты мой дорогой. Вот вам что происходит в кулуарах. Они нас за людей не считают. Они решают там свои вопросы, занимаются своими деньгами, своим благосостоянием, своими карьерами. А вы думаете, что они занимаются Украиной. И когда Верховная Рада аплодировала Резникову, мне, извините, блевать хотелось. Мне стыдно за все это. Человек, которого вся американская пресса постоянно писала про, про эти закупки, все наши антикоррупционные журналисты каждый день писали о Резникове, все до единого, и тема номер один была Минобороны. И ему аплодирует Верховная Рада? Это такую Украину мы заслужили после войны, скажите? После всего того, что мы все пережили. Это такую Украину мы заслужили? Это мы так хотим жить? Эти все люди, которые там сидят, должны просто оттуда уйти и никогда больше не то, что они в политике быть больше не могут. Не могут они быть в политике, потому что при них случилась война. Потому что они, я имею в виду всех депутатов Верховной Рады, они аплодируют Резникову, который зашкварился уже так, что, наверное, такого я не знаю, или будет еще такой министр истории Украины. Понимаете? Вот это просто стыд, позор. Стыд и срам.
Алеша Арестович такой пост любви написал в сторону Резникова. Я видел. Я вам вообще хочу сказать, тоже без фамилий, другое. К сожалению, есть такие люди, которые подгадывают, я не про Арестовича сейчас сразу говорю, подгадывают под власть. Вчера они власть ругают, сейчас они смотрят, что там эта власть побеждает, надо их поддержать. Но я так не могу жить. Оттого я, наверное, не в политике. Ну так нельзя. Так Украина не построится. Когда каждый будет подгадывать, о, это же я с ним через год могу столкнуться, надо его поддержать. Нет, у нас должен быть один интерес — Украина. И почему мне многие там, вот команд, Денис партию, никакой партии, никакой команды. У меня интерес, я еще раз объясню, чем я занимаюсь. Мне лично нужна Украина, такая, как она мне нужна. Для комфортного бизнеса, комфортной жизни, безопасности, свободы слова и свободы в целом. Как личности, как человека. И вам такую Украину желаю, и вы все, особенно кто сейчас где-то в других странах посмотрел, прекрасно понимаете, о чем я говорю. Мы хуже поляков, мы хуже американцев? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Так надо себя как-то начинать уважать, может быть. Поэтому я не буду играть в политические вот эти вот все. Политики — это паразиты. Паразиты. Натуральные паразиты. И я сам паразитом становиться не планирую, не собираюсь. Да, Резникова как героя провели, это точно. Такое впечатление, что я не знаю, что случилось. Резников вообще перед войной сидел и рассказывал, что войны не будет. Вы знаете об этом или нет? В каждом эфире. Не будет, ржал, буквально ржал с людей. Войны не будет. А потом в Буче что творилось? Войны не будет. Пострадал как-то Резников? Не. И что-то мне подсказывает, но это не точно, что стал в десятки раз богаче. Так что ему горевать? Он там радостно и бегал. Отставка, а он радуется, как будто бы, я не знаю, что случилось, как будто война закончилась. Так, друзья, идем по вопросам. Так. Очень плохо, что они не несут ответственности, начиная с Кравчука и Кучмы. Да, такая система. У Украины прекрасный потенциал, чтобы осуществить ваши планы. Я на это очень надеюсь. И я на это надеюсь. Наверное, яйцеголовый Резников 250 миллиардов между всеми и поделил, вот поэтому и аплодировали. Нет, 250 миллиардов... гривен вы имеете в виду? Ну нет, даже такие деньги вряд ли. Но я понял ваш сарказм, к чему это, да. Так, очень хотелось вас увидеть в новом образе. Вы уже давно об этом образе выступаете, почти год, пора делать перестановку. Про Дию поговорили, что-то рассказать интересно. Я не понял, о чем вы имеете в виду. Что про Дию вам? Я не хочу говорить о Дию, что про нее говорить? К Дудю бы тебе в гости невозможно. Правительство Украины уничтожает самых активных людей, война — самое подходящее время. Мужчин на фронте, потом женщин обеспечивает себе власть на будущее. Я знаете, что хочу вам сказать? Вот эта вот история с допуском к мобилизации, с психическими болезнями на начальной стадии, туберкулезников, ВИЧ-инфицированных, гепатит у кого. Что это? Я об этом уже говорил, но я просто представляю, что это. Это человек, который психические нарушения на начальном уровне, попадая в этот стресс, в войну, естественно, эти прогрессируют моментально, буквально за пару дней. Хватает пулемет и своих пацанов стреляет. Так они это видят? Или как они это видят? Я вам в начале стрима рассказал, что без кисти пацана собираются или мобилизировали, и собирались мобилизировать. Теперь с 1 октября женщины должны стать на военный учет, фармацевты, кто с медициной связан. Ну, что это делается вообще? Куда это все идет? Ну, куда это все идет? Вот присадили на эти границы 91 года, а дальше думать не надо. Ведь я вызываю свою сторону, почему вот эти все шизики заказные, соросятские и не соросятские, и ОПшные, делают на меня ролики. Потому что я первый сказал про эти границы 91 года, что это ложная цель, неосуществимая военным путем сейчас. И не надо обманывать людей. Нужно ставить другие задачи.
Присаживать на войну не надо. Нужно говорить о том, как жить дальше. Потому что это и была неправильная жизнь, неправильная система и привела к войне, ослабила нас до такой степени, что Путин смог напасть. Нет, и все, и ПСО, и ПСО. Ваше мнение по поводу партии Конфедерация в Польше, правильные идеи, но часто антиукраинские идеи, часто поднимают вопрос о депортации украинцев. Спасибо. Ладно, я вам отвечу. Я поддерживаю партию Конфедерация. И спасибо даже, что вы напомнили мне важную тему, которую я даже себе не записал, но на прошлой неделе отметил в голове, что я хочу с вами о ней поговорить. Уже украинская пресса пишет, пророссийский кандидат в президенты США Вивек Рамасвами что-то там сказал. Ладно. Пророссийский кандидат Трамп друг Путина. Так, понял. Вы сейчас сказали, конфедерация, антиукраинские идеи. Ладно. Люди, скажите честно, с вами все хорошо? Рамасвами и Трамп баллотируются в президенты Соединенных Штатов Америки. Партия Конфедерация баллотируется в парламент Польши, не Украины. Да с какого кто-то должен думать про украинцев, кроме нашего парламента и нашего президента? С какого вы себе в голову эту мысль допустили? Ну с какого перепугу? Вы думаете, в Польше нет проблем? Или в Америке нет проблем? Выше крыши. Просто они другие, не такие, как в Украине. Они касаются правильного развития, а не как ракеты остановить. Если вы так будете мыслить, мы далеко не уедем. Это и есть комплекс младшего брата, комплекс меньшовартости. Вот это вот в этом он и проявляется. Кто-то посеял нам в голове мысль, что мы великие, особенные, избранные, и нас должны все в мире любить. За что? За что? Что мы дали миру, чтобы нас так любить? Зерно, женщин и войну? Или что мы дали миру? Я не понимаю этой логики. Вот люди такое, вот антиукраина. Конфедерация, во-первых, я об этом скажу позже, такие заявления таких кандидатов и таких партий делаются на местного избирательно. В случае с Рамасвами это будет другая история, когда, если он станет президентом. Он запоет в этом отношении другую песню. Сейчас он должен это говорить. Конфедерация работает на поляков. Она никогда не выгонит украинцев, потому что они прекрасно знают, что украинцы — это огромная сила в плане рабочей силы, огромная сила для инвестиций, огромный креативный класс. Это качественные мигранты. Это не Сирия, это не Сомали. И прекрасно это и конфедерация понимает. Но есть разные настроения в Польше. Они на этом играют. Это политика, они на этом играют. Но даже если представить, что конфедерация действительно так считает, почему мы должны их в этом обвинять? Задача партии конфедерация сделать для поляков, для Польши хорошо, не для украинцев. У нас есть Владимир Александрович Зеленский, у нас есть монобольшинство «Слуги народа», у нас есть другие партии, не знаю, за кого вы голосовали. Туда претензии, туда, не конфедерации, не Вивеку Рамасвами или Трампу. И пока в голову себе это люди, вернее, не выбьют из головы себе эту дурость, мы не продвинемся. Давайте что-то сделаем у себя великое, дадим что-то миру, а потом будем требовать, чтобы нас любили. Пока нам только сочувствуют. Я в Америке, как с американцами не общаюсь, только откуда ты, Украина? Ой, мое сердце с вами, сочувствую, чем помочь? Это сочувствие. Неважно, там он республиканец или демократ, сочувствие. Чисто по-человечески, потому что общество. В Америке глансенс — это, я понял, общество. Оно по-другому воспитано, оно по-другому живет, оно не злое, не обозленное, как у нас. Мы, кроме как ужасами с Чернобылем и Голодомором, больше ничем не известны, к сожалению. Путин не доживет до конца этого года, прогноз от Шустера. Ну, может, Шустер уже начал на картах Гадота, картах Таро гадать от того, что уже передачу негде вести. Где же еще в мире Шустер мог вести передачу? Все, Украина сейчас в кризисе, в войне, и Шустера негде ее вести. Он, я помню, пробовал, когда его Порошенко выгнал, рыпнуться на YouTube. Ну так я успешнее Шустера на Ютубе в 100 раз, наверное.
Что-то такое несвязное, со скучным лицом, с непонятным внешним видом. Я посмотрел, что это такое? А когда тебе дают 200 тысяч долларов на каждую передачу олигарх, вот тогда ты герой, центральное телевидение. Да, и тогда можно приглашать тех, кто русский мир привели в Украину. Конечно, да. А теперь он уже прогнозирует смерть Путина. Не забудьте в это поверить. И этим жить. Это сарказм был на всякий случай. Да, у нас в Израиле и право, и даже левачи, в основном все за Украину против Мордора, пишет Петр Валевский. Прошу прощения, я вас услышала касательно советов. Думаю, вы правы, извините, подскажите, пожалуйста, возможно ли в Америке произойдет импичмент? Заранее спасибо. Я в это не верю. Я знаю, сейчас готовится это все против Байдена, но я в это не верю. Хотел бы, но не верю. По информации уже выслано около 10 тысяч украинцев с Польши, но это были люди, которые выехали после войны нелегально. По какой? Вы пишете, по моей информации. Что такое по вашей информации? 10 тысяч украинцев — это огромное количество людей. Где вы эту информацию взяли? Напишите. Денис, коли буде підказ про Федорова і Дію? Я анонсирую обязательно. Нас все жалеют как бездомных детей, а мы еще и наглеем. Ну да. Но меня, я же говорю, впечатлила эта девушка на стриме Холоденко, которая эти ужасы в Мариуполе пережила, и в конце я благодарна президенту Зеленскому. Это же он договорился с другими странами. И эти люди будут еще голосовать. Что они могут навыбирать? Поэтому надо ввести, видимо, я так думаю, в Украине, когда нет, это ЗНО, бред этот весь, а тест нужно ввести. Просто тест, который человек, заканчивая школу, должен заполнить и вообще проверить, этот человек может голосовать или нет. Потому что, может, человек заканчивает школу и вообще не знает, что происходит. Просто в общих чертах, чтобы он понимал, как это все работает, и что происходило, и что происходит. Придумать формат и это ввести. Я пока над этим думаю. Это же невозможно просто. Взрослые люди рожают детей и вот так вот рассуждают. Это кошмар, это ужасно просто. Тебе войну привели, тебя не защитили, тебя, ладно, не могут защитить, предупредили бы, собирай шмотки, вали. Еще и беременная, как тебя перевести? Ладно, не могут помочь, сама хоть подумай. Честно сказать. Не. Ну, спасибо, Владимир Александрович. Ваша думка з приводу тиші по демобілізації першої хвилі мобілізації. Що значить тиші? Претензии у ребят, что нужна ротация. Про тышу не понимаю, какую тышу. Я тыши в этом отношении не вижу, если честно. Жданов говорит, 1 к 10 в пользу меня не интересует, это шизик. Денис слышал о том, что будут лишать гражданства Украины людей, которые как беженцы выехали. Смотрите, спасибо за спонсорство канала, но я возьму этот отрывок, я видел этого политолога, я его в жизни никогда до этого не видел, который там лепетал на телемарафоне. Я им займусь. Это все какие-то отбросы. Отбросы. Я еще понимаю, когда человек в окопе такое говорит, не поддерживаю, но понимаю, понимаю. Там люди другое переживают, там на это можно сделать скидку. Но когда это говорит чертила в белой рубашечке в эфире ТВ-шоу, что кого-то он будет лишать гражданства, потому что кто-то спасал свою жизнь, то я думаю, что зря он это сделал, если коротко. Как вы относитесь к мнению Дианы Панченко? Бан. Когда закроют телепомойку? Хороший вопрос. Зачем? Это что, частное? Это это ваши деньги западных партнеров. Их можно тратить безлимитно на вот этот вот позор. Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы вы понимали. Друзья, ставим лайки, кто не поставил активно. Давайте 5000 лайков сделаем. Не закончу стрим, пока 5000 лайков не будет. Смотрите, еще раз вам хочу сказать. Если у вас нет полноты информации, вы не можете принимать правильных решений и тем более правильно голосовать. Я ратую за выборы. Давайте представим, что они состоятся. Давайте представим, что они электронные в ДИИ. В следующем году, в марте, 31 марта 2024 года. Но вот я вам про эту девушку с Мариуполя рассказал. А если бы завтра вам рассказали реальную цифру
жертв войны, раненых и погибших, и военных, и гражданских. И эта цифра, скажем, 500 000 человек совокупная. Я думаю, что многие уже бы почесали репу, голосовать за Зеленского или нет. Это сразу меняет все. Это я вам привел пример, как когда человек, не обладая информацией всей, не может принимать правильное решение. То есть он не может объективно хоть попытаться мыслить. Он в коконе телемарафона. И все. Да, я честно скажу, сам того не пытаясь, я переубедил очень много людей. Я получаю сотни сообщений в неделю. Да, вы знаете, я вот агрессивная на вас была, я подписывалась 5-10 раз, я ругалась, я вот это. Но вы правы, в итоге вы правы, я подписана, спасибо за то, что вы делаете. Еще и спонсорами канала становятся. Но я не старался, это очень маленький процент, потому что меня смотрят там миллионы в месяц. Но все равно это мало в отношении больших цифр, но если так 100 человек поставить, то это много. Вот вам и все. А если б человек жил в коконе телемарафона, там, не знаю, Арестовича, Жданова или, не дай бог, этих с немытой головой, что это тогда такое? Или таких политтехнологов, которые кого-то собрались гражданства лишать. Денис, видел ваши лайки на многих постах Джозефины Джексон. Вам нравится эта актриса? Это в какой соцсети? Люди делают мои аккаунты-клоны в ТикТоке, а вы, наверное, думаете, что это я. Потому что там моя фотография. Вы же учтите, сейчас могут в мой ход пойти и пойдут какие-то совершенно мерзкие технологии. Не надо говорить, что я что-то там делаю. Хотя вы спросили не о чем-то страшном, я просто вам говорю. Ваше мнение о Антону Гура. Лора Вербицкая, пожалуйста, чтобы вы не оказались в бане. Может, вы новый человек, я не хочу на вас как бы на это, но не надо о таких личностях здесь задавать вопросы. Мы здесь говорим о важном, о сложном. Мы здесь говорим правду. Здесь не сборище городских сумасшедших. Я не про вас, я про того, про кого вы спросили. Денис, живу в Одессе, сейчас по всем районам бусики люди из Запорожья ловят мужчину, возят. Это такая Европа. Это вопрос к власти. Денис, видели, Федына из партии Порошенко внесла законопроект о том, чтобы запретить выезд за границу 17-летним. Я не знал, что Федына, но я слышал об этом. Ну так я же вам говорю, женщины-медики, 17-летние, там уже с психическими болезнями, ВИЧ-инфицированные, туберкулез. Ну все. Ну что говорить? Расскажи о мобилизации подробнее. Я ничего об этом не знаю. Бачили той ефір з Холоденко. Бачила той ефір в Холоденко. Це просто жесть. За що можна бути йому вдячним? За тим країнам дякувати треба, що на кордоні зустрічали і допомагають. Добре, що Холоденко не зберегла той ефір. Да. Вот видите? То есть человек взрослый уже рожает ребенка и сам не осознает, что произошло. Что он находился в прифронтовой зоне, изначально в самом опасном месте в Украине. Одном из самых опасных. Наверное, все-таки самым. 2 дня до войны рассказывали, что не будет войны. Мэр твоего города сбежал на второй день войны в Днепр. А сейчас там на каких-то конференциях рассказывают, что он будет Мариуполь отстраивать. Он уже должен в тюрьме сидеть давно, как изменник. Ты мэр города, ты не предупредил, ты свалил в другой город. А он на конференциях. Бойченко. Спасибо, Владимиру Александровичу. Почему среди ваших подписчиков многие смотрят Чаплыгу? Нет, среди моих подписчиков многие не смотрят Чаплыгу. Просто подписчиков много, зрителей много, и проскакивают непонятные персонажи. Що скажете на рахунок того, що хочуть позбавити громадян? Так, я тільки що відповів. Люди, що таке хочуть позбавити? Если вышел шизик-политолог, больной на голову, чтобы заработать популярность, ляпнул ерунду, это не значит, что кто-то что-то собирается делать. Это шизик-политолог в эфире телемарафона, который за ваши деньги собрался вас лишать гражданства. Умейте, пожалуйста, в правильные корзинки разбрасывать информацию, иначе вы будете голосовать точно так же и жить точно так же.
Можете еще посоветовать каналы наподобие «Новая экономика», все посмотрел, спасибо. Во-первых, сама «Новая экономика», это Поперечнюк, кто что основал, хорошая. Значит, во-вторых, Любарский дает много цифр. Скажіть про Борислава Березу щось. Ну, это, знаете, все, что... Денис, расскажите стишок. Стишок рассказывать не буду. Это очень странно и глупо, то, что вы спрашиваете. Так. Ті, хто посилають на війну чужих дітей, самі туди не підуть. Ну так, конечно, конечно. Особенно очень рад тут за 91 год в белых рубашках те, кто сидят, в том-то и дело. Но лучше уж в белых рубашках, чем когда я вижу люди, которые не имеют никакого отношения к войне, от слова вообще совсем, напяливают тактическую одежду. Это реально вызывает агрессию. Так, Денис Иванов или Петров, я не знаю, кто из них кто, выложил видео, что говорит, что ему пофиг на моральные принципы, сказал, что он все правильно сказал про маму Гордона. Ну, я понимаю, я даже не хочу, вы понимаете, я даже не хочу, мне даже думать о них противно. Смотреть, это надо мне противорвотное какое-то лекарство пить. Так, Денис, посмотрел интервью Орбана. Могли бы вы, как и остальные на Ютубе на фоне объяснять и перевод, включать интервью Такера, известных личностей, как Трамп, Орбан? Я подумываю в своем Елисеевич-клубе, это будет, скорее всего, в виде телеграм-канала, естественно, с платным входом. Там будут у нас стримы проходить, ссылка на стримы в Ютубе, закрытые стримы, лекции. И в этот канал, наверное, думаю об этом, заливать переводы на украинскую мову того, что не делается в нашем медиапространстве, даже в нашем Ютубе. Люди должны все это слышать. Так, Таня Кох, огромное спасибо вам. Интересно, что будет делать Коломойский и как будет действовать. И мне интересно. Береза доривається до корита, тому так часто почав свою бурну діяльність. Это человек, который всегда на кого-то работал. И дальше не хочу. Денис, скажите, пожалуйста, веерные отключения будут? Ну, будет тяжелая зима. Да, наверное, будут веерные отключения. Но я же не гадал Катаро, как я могу такое утверждать? Мое предположение, думаю, да. Я думаю, будет очень жесткая зима. Советую приготовиться. Смотрели видео Иванова про Гетманцева? Я говорю, вам противно, вы мне про них спрашиваете. Не смотрел, неинтересно. Знаете почему? Потому что про Гетманцева я первый раз сказал летом прошлого года, находясь в городе Киеве. А потом начал 1+1, а теперь спустя 1,5 года Иванов начинает делать расследование. Вот, смеха ничего не вызывает. Мои подписчики все это знали год назад. По вашему предположению, по вашему предложению о категориях граждан, имеющих право голосовать и не имеющих, Денис, перед этим нужно поменять Конституцию, ведь она запрещает сегрегацию людей по любому признаку. Конституция, Милана, я буду менять Конституцию полностью. Конституция, которая сейчас, это не Конституция для меня. Ее нужно менять полностью, за основу брать американскую Конституцию. Вот что я могу сказать. И немножко делать вкрапления. Что касается сегрегации, никакой сегрегации людей, я всегда был против сегрегации и любой формы дискриминации, но голосовать бюджетнику нельзя давать. И у меня сейчас большие сомнения, можно ли давать голосовать 18-летним, например. И это не сегрегация, это здравый смысл. И это, кстати говоря, я бы не вносил такие предложения в Америке или в Израиле. Я эти предложения вношу в Украине, где люди голосовали за гречку, и где люди, которым говорят, пенсии, Гройсман пенсии повысил на 10%. А потом смотришь, так, хорошо, 10% это сколько? 250 гривен. А переводим 2750 гривен по курсу 20 и по курсу 35. И толку с твоих 10%. Но люди слушают. О, хороший какой. Привет з Бучі. Буча тоже привет. Портніков давно теж говорить про мир і переговори. Знаете, что я вам хочу сказать? Мне жаль, что вы смотрите Портникова. Если коротко и
Без плохих слов. В интернете несправедливо критикуют Холоденко. Но вы же знаете, кто эту волну запустил, кто это подогревает. Вчера мне прислали ТикТок, где какая-то тоже совершенно нездоровая женщина говорит, что-то Холоденко, там, аферистка, что-то еще, а потом, да у нее ребенок от Карпачева. Я даже ей не отправлял, мне даже стыдно такое отправлять. Ну, то есть, ну кто этот тон задает? Вот это вот Чубака с ним этой головой. Ну, вот и все. Ну, я же завтра меня будут грязью как-то обливать, выдумывать небылицы какие-то. Ну, что сделать? Самый же страшный компромат, он какой? Когда его нету, а его надо придумать. Так, Дана Скали снова дарит спонсорство разным подписчикам. Спасибо вам большое. Денис гречку зажав, старики за тебе не проголосують. Чистая правда. Так. Но я, знаете, в то же время хочу вам что сказать. Вот я сейчас наблюдаю, Киев процветает. Ну, как наблюдаю, мне рассказывают, Киев процветает. Единственное место в Украине, пожалуй, которое процветает, потому что много ПВО, все деньги страны всегда были там, вся бизнес-активность, которая осталась, все там. И, в принципе, и бизнесмены многие приспособились. То есть их и власть устраивает, и уже, в принципе, и к войне приспособились. И не надо вроде как уже поднимать никакой кипиш по поводу там каких-то политических моментов. Ну да, финмониторинг щимят, ну НДС накладные блокируются. Ну ничего, ну потерпим, пусть нас государство лупит дальше. Как-то и осуждать я не берусь за это, но честно, до конца это понять головой не могу. Поехали отвечать на вопросы. Чи буде новий формат в Тіктоці, про який ви згадували на стрімі? Я на стрімі згадував не про новий формат в Тіктоці, а про те, що я буду брати тіктоки в свої відео. На вас, Денис, в ТикТоке тоже каждый второй типа блогер гонит по полной, понятное дело, откуда растут ноги. Да мне все равно. Я вам, по-моему, месяц назад объявил, я сказал им недели 3. Мне все равно на вот эти заказные передачи. Я не буду на это даже отвлекаться, потому что вы прекрасно знаете, и я внутри себя знаю, что я конструктив делаю. И я очень четко знаю, чем я занимаюсь и для чего я это делаю. А то, что там блогеры в ТикТоке что-то, ну так на здоровье. На здоровье. Это гораздо более выгодная позиция выбрать жертву в медиа и что-то там вякать. Да ты предложи что-то. Ты выйди с программой реформ своей или выйди, признай, мне нравится эта власть, я доволен войной, я доволен нищетой, я доволен отсутствием перспектив, закрытыми границами. Смысл меня критиковать? Ну вот какой в этом смысл? Я политик? Нет. Я какой-то там с этих медведчуковских телеканалов, которые сейчас перекрасились? Нет. Зачем меня критиковать? Я казнократ? Нет. Смысл в этом какой? Почему вот эти вот немытые на меня напали? Я просто высказал свое мнение. Конечно, я был бы гораздо лучше, если бы я продал бизнес, все бабки отдал на ЗСУ под ноль, пошел бы и погиб на фронте. А вот эти вот чубаки сидели бы с наглыми рожами в теплом офисе, в теплой студии, и кого-то бы поливали грязью с ног до головы своих соотечественников. Или эти блогеры. Конечно, это лучшая позиция, чем что-то попытаться изменить и чем-то рискнуть. Конечно. Правду людям сказать, организовать людей вокруг себя. Конечно, это круче гораздо. Особенно, когда ты чувствуешь, это, кстати говоря, обманчивое чувство, когда ты ляпаешь языком и не понимаешь, что все равно придется потом отвечать, если ты переборщишь. Три раза написал, ни разу не ответил. Добрыня Никитич, мотаю, ищу ваши комментарии. На стриме 5000, там 700 или 600 человек было. Вы же должны это осознавать. Вот я мотаю, 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 а ваш вопрос все равно не вижу. Вывод. Надо было 4-й раз написать, я бы вот сейчас его зачитал, вместо того, чтобы искать. Все, дальше искать не буду, не нашел. Так, если зима будет без света, будут ли вышки отключать? Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Вы говорите, что сомневаетесь, что можно голосовать 18-летним, но мне вот меньше 18, я вполне все понимаю. Я считаю, что должен быть какой-то экзамен по экономике, вообще по политике. Ну, я даже не знаю, как вам ответить. Почему вы на личный счет приняли? Если вы такой один, а рядом с вами 1000 других, то
Статистика. Это не то, чтобы я хотел это делать, это просто, видимо, надо. Или хотя бы вот этот экзамен в школе вводить. Я маю бути готовим, моя команда має бути готовою до довгої війни, емоційно вже готовий Зеленський. Так, звісно, ти готовий. Денис, привіт. Пам'ятаю, ви казали, що голосували за Зелю, точніше проти Порошенко. Це було в другому турі. Чи був кандидат в першому турі, за якого можна було голосувати, або за кого голосували в першому турі? Да зачем вам опять за прошлое? Я голосовал и в первом туре за Зеленского. Да вам все в прошлое. Люди как не слышат, о чем вообще стрим идет. Так, с Трампом у Украины есть шанс на отвоевание своей территории или нет? Вот, Газ, я знаю, что вы точно весь стрим, вы задаете вопросы весь стрим. Вы слушали, что я рассказывал полчаса назад? Почему вы этот вопрос задаете в отношении президента США? Трамп заниматься территориями США будет. По поводу отвоевания территорий задавайте вопрос президенту Украины. У него есть чем отвоевывать территории? И вот это вот есть на это время или нету? Нету, я вам говорю. Какие отвоевания территорий? Ну о чем вы слушаете? Вы ж вот час 50 идет стрим. Ну как так можно? Балашов баллотировался, набрал 0,17%. Я знаю. Появилась такая мысль в голове, а ведь не просто так Запад давит на Украину с выборами. Может быть такое, что новый президент отменит законопроект про переговоры с Россией. Как вы считаете, Денис? Дело не в законопроекте про Россию, и выборы нужны не для этого. Просто западный мир живет так, как он живет. В западном мире принято проводить выборы даже во время войны. Выборы — это основа демократического общества. И они прекрасно видят, кто такой Зеленский. И спецслужбы тоже много чего знают. Пару слов о Шарие, если можно. Считайте его предателем. Вот видите, называется тоже «Смотрю книгу, сами знаете, что вижу». Боже, боже. Просто вот я не могу просто никак понять, как можно слушать Шария, а потом прийти и слушать меня? Ведь мы говорим совершенно о разном. Ну ладно, когда, знаете, человек Шария первый раз услышал месяц назад, когда Шарий уже перекрасился и уже супер проукраинский. Но ведь мы же с вами знаем, чем он занимался последние 10 лет. И такие люди приходят, что-то меня спрашивают. Какая-то загадка просто. Портніков щоденну аналітику робить і нікого не підтримує. Таня Солодка, а за який рахунок живе Портніков? Ви думаєте, його блог приносить кошти? Ні, не приносить. То подумайте над цим питанням. Так. Так, Денис, как ты относишься к сокращению числа депутатов? Отрицательно. Это опять вы фокус сдвигаете не туда, где проблема. Вот совершенно не туда. Я вам говорю, Министерство здравоохранения 6 миллиардов занимает, а вы мне говорите народные депутаты. Это те мысли, которые вбрасывают пролетарию, чтобы он это жевал, пролетариату. Он жует, 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 а мы пока делаем свое. Это ж то же самое, что мова. Так. Денис, как ти относишся? Я ответил уже. Денис, як ви вважаєте, чи почнуть українці думати більш свідомо в економіці, в політиці на виборах, якщо самостійно, як США, будуть платити податки? Игорь Щербак, это точно, когда человек платит сам за себя налоги, и это в моей системе прописано, работодатель платит 0 налогов на сотрудника. Сотрудник платит 10% сам за себя при получении зарплаты. Не в конце года, а за себя сам в момент перечисления. Ему зашли бабки. Лучше всего в этом деле сделать банков налоговыми агентами. Под назначением зарплаты зашло, банк сам 10% отправил в казну. В моей системе реформирования налогов самый главный момент какой? Не надо предпринимателю держать деньги на счету, которые он потом должен перечислить государству. Не надо наемному сотруднику держать деньги, которые вообще гражданину, которые потом государству. В момент транзакции оно должно уходить в казну. Расформирована будет вся налоговая, она не нужна, некого проверять. Потому что IT-система уже разбросала все бабки кому и куда надо. Нечего просто проверять.
Ну, департамент маленький будет, там статистика, еще чем-то заниматься. Какими-то там, может быть, особыми случаями, если правоохранителям это понадобится. Все. Это ключевое. Кто вам сказал, что я здесь не зарабатываю, Светлана Кусли? Это, во-первых. Во-вторых, я до этого занимался бизнесом 10 лет. Еще не поняли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас выборы без выбора. Это как вы решите. Это если вы уже так для себя решили, то ну что ж, вы обречены. Зеленский поедет в США, там ему скажут: денег нет, крутись как можешь. Сомневаюсь. Так, ясно. Давайте сразу блокировать. Есть люди, с которыми даже не стоит разговаривать. Денис, здравствуйте. Ликвидация НБУ, переход на евро-доллар, заход в страну PayPal, Stripe, прочее. Бизнесу только в радость будет. Почти идеальные условия. Пускай поверхностно, но было бы супер. Ну, в моей системе, в моем видео даже довольно подробно это рассказано. И дело не только в платежных системах, которые вы описали, в банках западных и кредитовании дело. Портников на прошлой неделе распинался, какой Пашинский молодец, что поставил на миллионы вооружения, без него бы. Я не смотрю и не смотрел за последние 2 года ни разу Портникова. Так, где-то какие-то отрывки всплывают в ленте. Я давно знаю, кто это. И мне жаль тех, кто его смотрит, и вдвойне жаль тех, кто еще верят ему или считают его авторитетом. Это просто приговор. Так, Денис, ви подали на політичний притулок США. Якщо так, це не завадить вам стати кандидатом в президенти України. Не завадить. Так, для того, чтобы баллотироваться, надо возвращаться для начала. Так, зачем власти перед Буданова? Не знаю, как ответить вам. Денис, доброго вечора. Таке питання. Чи будете робити відео, де детально будете розбирати кожну свою реформу? Буду. По головному. По головному. По здравоохранению. Что если Минздрав будет переводить деньги за пациентов не только городским больницам, но и частным клиникам? Деньги те же, а пациенты получат медпомощь в 10 раз качественнее. Милана, а зачем усложнять велосипед? Зачем вам городские больницы? Ну, городские вы, наверное, имели в виду государственные. Зачем они нужны? Вот просто зачем? Денис, можете... Так, улетели вопросы. Денис, может, вы видели, Блинкен и Байден говорят, что это Путин не идет на переговоры, Украина сразу же сядет за стол переговоров. Я такого не слышал. Нам нужно... Я слышал, почему у меня пессимизм такой был. Я слышал, как Эрдоган, когда после встречи с Путиным, он сказал, не ждите, типа, ну, примерно так, не ждите, что скоро закончится война. Поэтому ясно, что и со стороны Путина, ну, понятно, у него превосходство, у него больше денег, у него больше вооружения, у него ядерное оружие, в конце концов, у него население в 4 раза или в 5 раз больше. Все это понятно. Они сейчас должны до середины ноября, по-моему, или октября мобилизировать 200 тысяч человек. Это бездонное просто дно. Так надо осознать. Но поверьте мне, как только Зеленский будет готов выходить из ситуации по-другому, исходя из реалий, США дальше знают и НАТО, что делать. Нам нужно менять систему образования. Школа должна учить прежде всего жизни, а потом наукам, не знающие, как использовать знания в жизни гораздо... Я это в своих реформах публиковал. Нет, интервью Гордона с Фоминой не смотрел. Мне прислали несколько эпизодов, я просмотрел по тайм-кодам нужным. Кстати, в частных школах начали вводить такой урок, как политология. Думаю, нужно вводить этот предмет на более важный уровень. Я против этого. Воспитывать граждан пытались в Советском Союзе. Я категорически против этого. Потому что вы прекрасно должны понимать, что в Украине, если вести политологию, там будут щебетать то, что нужно кому-то. Что нужно ввести, так это нужно ввести экономическую грамотность и в школьную программу внести «Атланта расправил плечи», хотя бы сокращенную версию. Денис, недавно клиентка мне показывала про Панченко, она ее называла Марченко, и говорит, ее тоже выгнали из страны, как того парня вас, что ты мне показывала. Так поняла, про кого она посмеялась. Ну да, почти одно и то же. Мразота, которая русский мир ждала, подстилкой была у этих всех регионалов и всех этих ОПЗЖшников и всех остальных Мураевых. Русский мир, русский мир, русский мир годами. Сейчас сидит, интервьюирует Лукашенко и я. Ну да, одно и то же. Одно и то же, 100%. Привет передавайте клиентке.
Денис, как считаешь, конфликт Гордона был с ряжеными или настоящими военными? Я вот сразу видно, что вы не подписаны на телеграм-канал. Я в телеграм опубликовал, что вроде бы как это не точно. Военный патруль проверил документы тех людей, они оказались военными. И это еще больше делает эту ситуацию мерзкой. Военные в такое время не стоят с картонками, не знаю, сепаратистов или в кавычках сепаратистов, неважно кого, на Крещатике. Я знаю, чем это пахнет. Мы это все видели после АТО. Это ужасные процессы. Их быть не может. Их быть не должно. Это заказуха. В чистом виде. Если на это привлекли ряженых, это понятно. Я знаю, кто это сделал. Но если привлекли настоящих военных, то это, ну, все. Начало конца. Так, Денис, вы будете выпускать видео про возвращение беженцев? Если да, то когда? Ну, странный вопрос. Ну, когда? Ну, YouTube, вы считаете, мне больше нечем заниматься в жизни, кроме как ютубом видео снимать? Вы же видите, что я это делаю по мере того, как это получается делать. Ну, я что, даты себе пишу, когда какое видео. У меня дочь в 4 классе, образование в Украине, когда тревога, она не учится, обучение онлайн, да. Денис, добрый вечер. Вопрос такой. Физическое лицо гражданин Украины. И могут ли физлицу по закону запретить? И смотрите, Виталий Затыркевич, вы пойдете в бан. Здесь не кружок городских сумасшедших, есть другие каналы в Ютубе, где обсуждают физлиц, не физлиц. Это не тот, вы не туда попали. Вы ошиблись. Все, кто будет это задавать, сразу будут дальше идти в бан. Мы здесь о серьезных вещах, мы здесь о главном. Если у вас куку, это в другом месте. Если вы не понимаете, что это куку, тогда у вас проблемы. Денис, пора начинать давить на них. Как считаешь, возможно, нужно массово обращаться в международные организации, проливать все знают, взрослейте. Давить на них. На кого вы надавите? На власть? Денис, а якщо зарплата готівку, як контролювати податок? А що значить зарплата готівкою? Это как? Поясните, пожалуйста. Это вы про сейчас или это вы про потом, когда уже реформы проведены? Скажите, я вам отвечу. Денис, скажи, пожалуйста, есть вариант у нас закончить войну, не теряя наши территории? Так мы уже потеряли территорию. Денис, почему вы считаете, что не нужно приватизировать железные дороги? Люди, где я такое говорил? Где я говорил, что не нужно приватизировать железные дороги? Я говорю, нужно все приватизировать, вплоть до обычных дорог. Человек пишет, вы говорили, не нужно железное. Ладно. Возможен ли подкаст с Шарием? Возможен, только когда вы в бан пойдете. Там возможны любые подкасты. Денис, каждый раз Гордону пишет, чтобы взял у вас интервью. Он делает вид, что не видит. Один раз сказал, что не знает вас. Ну что ж, бывает. Бывает. Я себя так не веду по жизни. Денис, ты постоянно критикуешь Зеленского, Гордона, Фейгина. Гордон что, политик? Или Фейгин политик? Гройсмана, Соловьева и других. Признайся честно, ты антисемит, а я благополучно отправлюсь в бан. Дура! У меня еврейская кровь. Какой я могу быть антисемит? Вы знаете, какие дураки есть? Вы себе, люди, можете такое представить? Мама дорогая, что делается вообще? Сидела, через 2 часа стрима выдавила из себя таки умную мыслю. Да, вот это, кстати, признак, что стрим пора заканчивать. Но мы еще немножко поговорим. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на телеграм-канал в закрепленном комментарии. Это очень важно. Денис, правда ли, что будут ловить мужчин в Европе и экстрадировать в Украину? Несколько стран Европейского Союза уже выступили, сказали, что они на это не пойдут. Точно не пойдет на это Чехия и кто-то еще выступил. Я вам говорю, что если какая-то страна Европы начнет массово это делать, не преступников, а именно как там кто-то что-то купил и как-то выехал, эту страну завалят исками. Это невозможно в европейском обществе. Более того, они не будут терять инвестиции и рабочую силу. Успокойтесь. Это все влажные мечты Арахами, который сам уехал с семьей своей от войны в Абхазии.
Да, это, знаете, когда уже в голове уже все, уже такое начинается. Ну, я про эту Фейгиншу. Это же должно быть прибацано, причем я вижу уже не первый раз. Ты вообще описание к каналу видела? Украинские мигранты в России будут голосовать? Я как, погадать должен на картах? Если электронное голосование, наверное, смогут голосовать технически. Ну, Рита, ну как вы можете задавать такой вопрос? Ну, я же могу говорить о том, в чем я компетентен, а не гадать на кофейной гуще. Нормальная ли идея, когда наемный работник при устройстве на работу сам мог выбирать банк, с которым будет сотрудничать? Так только так и будет. Так, Денис, 18-річний не дивляться телемарафон, тому я не впевнений, що їх політобізнес гірше, ніж людей. Дело не в політобізнесі, дело вообще в понимании происходящего. Это же не вопрос симпатии, антипатии к политику. Они должны понимать, что и откуда берется. Откуда война, откуда деньги, откуда проблемы. Так, що вам подобається в системі Франції і що ви взяли звідти для України? Нічого. Франция — это социализм. Если бы можно было, я бы культуру взял Франции. Великих людей и моду и так далее. Денис, что вы думаете о вспышке конфликта между Арменией и Азербайджаном? Что это плохо? В принципе, для всех. Так. Данил, для чего вы спамите? Ну, вы же видите, что играл месяц, у меня там был контракт. Для чего вы задаете этот вопрос 95 раз? Ну, для чего вы это делаете? Это же открытая информация. Так, Денис 18, так, я ответил. Денис, пенсионерке дали срок за лайки в Одноклассниках, а тем, кто ворует миллиарды, государства рукоплещут, путинский режим делают. Ну, и она, наверное, какие-то сепаратистские вещи делала. Но за лайки нельзя сажать в любом случае. Это такая Украина сейчас у нас. Так, Марина, спасибо за спонсорство. Припустимо, Трамп вже президент, що станеться з війною в Україні в перший місяць президентства Трампа, як він зможе вплинути на Україну? Встретиться з Зеленським і з Путіним. Я уже об этом рассказывал. Скажет Зеленскому, или заканчиваем сейчас мирными переговорами, ищем компромисс, или завтра я тебе заканчиваю давать деньги и вооружение. И все. Путину скажет, или ищем компромисс, или я завтра даю Украине невероятное количество оружия, мощнейшего. И все. Нет, дизлайки это, извините, дизлайки это не показатель ничему, ни хорошему, ни плохому. Чому Ізраїль не допомагає Україні? Я вже розповідав. Мария Симонишин дарит подписчикам. Марина, я вас не знаю, но большое спасибо. Дарит подписчикам спонсорство. Жалко, что такое спонсорство иногда попадает, то, что и Дана Скали делает часто, спасибо, попадает невміняшкам, это жаль. Бачили останнє відео Себастьяновича, де він хвалить Умерова за те, що той типу запустив процес перерозподілу бюджету. Я полностью его не смотрел. Ну, Себастьянович делает то, что он считает нужным. И говорит тоже. Так, а если Путин и зелье откажут Трампу, что будет? Он бросит все на самотек? Нет, вы детский сад. Про Амерова ответишь или нет? Я уже отвечал в начале стрима. Технический человек. Все будет, как было. У него замы остались все от Резникова, люди Ермака. Не бессмысленно это обсуждать. Денис, человек, наверное, имел в виду про вашу фразу, что ЖД пути нужно оставить государственными, а не ЖД в целом. Я не говорил, что ЖД пути нужно остаться государственными. Я приводил пример США, где сам путь государственный, но вся инфраструктура и поезда все частные. Слушайте внимательно. Что будет с Коломойским? Не знаю. Думаю, ничего хорошего. Так, мой друг сообщил, что его племянник, который пошел добровольцем на службу, хотя имел право не идти, так как отец 3 детей, но пошел, воевал под Бахмутом, но сейчас не может уволиться, не подписывает обходную. Да.
Поддерживаете ли предложение Любарского о том, что президент Зеленский при посещении США обратился с высокой трибуны к Байдену о предоставлении ленд-лиза с конкретными цифрами, сроками поставки? Поддерживаю, но этого не будет. Ты фантазер, а вы обреченный. Денис, скажите, пожалуйста, стоит ли брать у государства гранты на открытие бизнеса нынешний? Вам никто не даст никакие гранты. Так, так. Может война перейти с НАТО? Нет. Добрый вечер. Такой вопрос. Может ли Зеленский остаться дальше президентом, отменить проведение выборов в 2024 году? Спасибо. Конечно. Вероятнее всего так и будет. Экоактивизм — это левацтво в чистом виде. Денис, спасибо за контент. Есть ли какие-нибудь идеи по регуляции, обороте, легализации криптовалют в ваших реформах? Полностью сразу легализировано и официальное средство оплаты. Так. Стоит ли проводить выборы президента во время войны? Уже известно, что Зеленский планирует подавать свои кандидатуры. Возможно ли нормально будет провести выборы во время войны? Да, возможно. И я сделаю об этом видео на следующей неделе. Обязательно. Уже обложка есть. Денис, спасибо, что ты на русском языке все отвечаешь, а то все передачи в Украине на украинском и даже многие интервью. Да, потому что это Украина, потому, наверное, передачи на украинском. Я не знаю, что вас возмущает. И я отвечаю на русском языке, когда ко мне обращаются на русском. Когда ко мне обращаются на украинском, в 90% я отвечаю на украинском. И на стримах в том числе. Чи може Росія знову напасти з Білорусі? Звісно, може. Теоретично можливо все. Так. Был бы Немцом живым, был бы Немцом живым и был бы с самого начала вместо Путина, уверен, Россия была бы реально великой, пол Европы сама бы хотела примкнуться с Союзом в РФ. Так. Ну, ясно. Про Татьяну Монтян что думаете? Это люди, которые не понимають ні меня, ні о чому я говорю. Заговорили про Гордона, згадав ще одного вашого опонента, який вас пам'ятаєте і визнає правильність, логічність ваших ідей, Юрий Кисляк. Юрий Кисляк никакой мне не оппонент, и мне даже прислали на днях отрезок его видео, где он благодарит меня за помощь. И я просто не совсем понял, что это было до этого. Теперь он благодарит за помощь. Ну, окей. Так, я вважаю, на виборах США переможе Дональд Трамп. И я так вважаю. Подруга, которая живет в Луганске, спрашивает, если вернем границы 91-го, куда пойдут деньги, куда денут понаехавших россиян, любителей русского мира. Вот об этом и будет частично мое видео одно важное на следующей неделе. Денис, зробіть нові відео про реформи української. Ютуб буде вас рекомендувати новій аудиторії через зміну мови. Так. Первинне накопичення капіталу та кров людська довічно пов'язані між собою речі, на жаль. У вас советская кастрюля на голове. Вы, если такое скажете в Америке, вам скажут, что вы не дружите с головой. И я это совершенно подтверждаю. Вы обреченный человек. И точка. До того момента, пока так будете жить и так думать. Так, как завлечь украинца вернуться обратно, если есть шанс поддержаться с такой демографической ситуацией? Как завлечь, я расскажу. Это давно уже видео как бы планируется, просто не тот повод, не те моменты. Скажите, Берислав Береза — это кто? Никто. Спойлер, ніхто. Поясніть, будь ласка, чому заборонити голосувати бюджетникам? Тому що бюджетники — це залежні люди від обіцянок, вони фальсифицируют, на них давят, им угрожают. Это неправильно. По соцопросу 70% населения Украины говорит на русском. Такая реальная ситуация. Глава МИД Японии посетил Украину. Что думаешь об этом? Ничего. Если я буду на каждые такие вещи обращать внимание, то, знаете. Друзья, поставьте лайки. Давайте до 5000 лайков дожмем. По поводу Джозефины Джексон, я же на вас подписан, лично проверял несколько раз, ваши это лайки. В какой соцсети? Я знаю, что вы не клеветали, в этом нет ничего страшного. В какой соцсети? Вы же не ответили. А если Путя и Зеле откажут Трампу, то что? Понятно, ответил, человек продолжает. Так, это ясно. Инстаграм.
Ну, лайкнул и лайкнул. Значит, так и есть. Я задал вопрос, будет ли акцент на Крым с приходом Умерова. Да я знаю, что там пишут, что у Умерова страшные связи в США, в мусульманском мире. Он же крымский татарин. В Турции связи, но только с оппозиционной организацией к Эрдогану. Хотите мой ответ? Мне вообще это все не интересно. Вот и все. Я не хочу обсуждать Умерова, который 3 дня на должности. Какой в этом смысл? Если бы я о нем знал что-то хорошее или плохое, я бы вам рассказал. Я о нем знаю ровно столько же, сколько и вы из интернета. Вот и все. Что может сделать министр обороны при Зеленском? Ничего он не может сделать. Это же философия государства, первого лица играет роль в этом всем. Он что, сейчас скажет, ленд-лиз нужен, публично выйдет, без подтверждения Зеленским? Утверждение. Нет, не сможет он так сделать. Что здесь обсуждать? А пожилым людям советского воспитания тоже запретите голосовать? Ну, с вами все ясно. С вами все ясно. Пожилым людям советского воспитания, это потому вы про Монтян спрашиваете? Так тут же дело совсем в другом у вас. Проблема-то у вас в другом. Конечно, ленд-лиз нужен. Про Рамасвами не было и не планировалось. Про Рамасвами будет отдельное видео, когда дойдут руки. Денис чи не готує Зеля Єрмака замість себе поставити? Я убежден, что если Зеленский не пойдет сам на второй срок, то пойдет Ермак. Просто убежден в этом. Лайки, лайки, друзья, ставим лайки. Про Шимона Переса это реально видео, которое я вам должен больше всех. Больше всего. Так, заказывал ли я гун ликвидатор? Боже мой. Если у вас жена, дети, жена есть, дети будут. Очень давно вы снимали видео про телефонную рекламу. Да, это не мое же видео, это я перезалил. Ваше мнение, подкаст с Тарасом будет. Ваше мнение, может ли Украина восстановить ядерный статус во время и после войны? Может, но не восстановит. Ну, во время войны точно нет. Что вы думаете про тест перед тем, как давать право голосовать? Я только что рассказывал, тест по окончанию школы нужен. Нет, финал чемпионата мира по баскетболу я не посмотрел. Что будет хуже, если Ермак или же если будет Зеленский с Ермаком? Все плохо. Это бессмысленно обсуждать, что хуже. Это примерно обсуждать, вас ножом уколят 2 раза в живот или 3. Что лучше или что хуже? Уже без разницы. А почему Десантис уже отлетает? Может, что-то пропустил? Ну, наверное, пропустили. Рамасвами прет вперед, Десантиса рейтинги падают. Ну, совершенно понятно почему. Так. Так, друзья, я прошу вас подписаться на свой телеграм-канал в закрепленном комментарии. Здесь в Ютубе обязательно подпишитесь все, это тоже очень важно. Лучше всего сразу во всех соцсетях. Спасибо вам. 2 часа 18 минут это уже очень много. Спасибо, что уделили время в воскресенье вечером. Не выходите со стрима, не поставив лайк. Это важно. Клаус Шваб — это плохой человек. Все, спасибо, пока.